Слушай волю тех, кто не заговорит. И если инструменты не хотят, они захотят. Я чуть-чуть начало видела. Чуть-чуть начало играла, я вчера настраивала графику. Тревога. 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 Обнаружена потеря сигнала запущенного объекта. Протокол Лазарь задействован. Добро пожаловать, путник ND-3576. Ваш предшественник перестал функционировать. Пора пробуждаться. Запуск стандартного теста когнитивных способностей. Сосредоточьтесь. Что видите? Ну, это странно, что видишь? Гигант спит. Гигант спит. Еще раз. Корабль тонет. Еще раз. Огонь распространяется. Фаза 2. Сосредоточьтесь. Каково ваше предназначение? Проложить путь и вернуть их. Интуитивно выбрать, да? Вернуть их обратно. Семья поддерживает благополучие своих членов и общества. Мать. Мать — это женщина, которая родила ребенка. Мать. Ребенок. Фаза 3. Ограничение по времени. Сосредоточьтесь. Положитесь только на свои инстинкты. Все уже на месте. Люди. Единство. Конфликт всегда будет существовать в обществе. Конфликт. Общество. Вечность — это бесконечное время, которое никогда не заканчивается. Вечность. Бесконечность. Тьма. Тьма. Тест завершен. Классный тест был. Добро пожаловать в ваше призвание, путник. Ваша задача — найти своего предшественника ND-3500. Установите якорь. Продолжите нашу работу. Объединение благословляет вас этой реликвией. Песик? Это адаптер EPH611. Пусть он служит вам безотказно. Концепция интересна, да? Такова наша миссия. Такова наша миссия. Покиньте саркофаг, чтобы приступить к заданию. Покиньте. Покиньте. Заело, да?
Удерживайте... Так, прицел, чтобы навести прицел на петлю, и нажмите, чтобы выстрелить. Ну, это ясно, понятно. Не работает. Удерживайте прицел, чтобы навести прицел, и удерживайте, чтобы выстрелить в нее заряженным выстрелом. На самом деле, я не очень люблю механику заряженного выстрела. Когда перед тем, чтобы выстрелить, тебе нужно еще вот так вот ждать и только потом бахнуть. Ну, я не знаю, это такое. Но я надеюсь на то, и логично предположить, что оружие поменяется. Типа, мы же не можем всю игру с одним оружием ходить. Путник ND3576, запуская журнал. Определяю последнее известное местонахождение павшего предшественника. Приступаю к поиску. Я столкнулась с сиротой, оно мертво. Панцирь не поврежден. Я наткнулась на деформированную биомассу. Рекомендуется осторожность. Слова партии – пустая болтовня. Свободу рабочим металлургического завода. Найден модуль реликвии. Излучатель. Его можно использовать для управления аномалиями. Короче, предшественника рука была там, а его тело вот. Я у предшественника ND3500. И что, он помер, понятно будет? Якорь не поврежден. Отлично. Открываю журнал предшественника. Пытаюсь восстановить данные. Цель получена. Предшественник искал цель по имени Эдвард Вишневский. Вычисляю координаты. Подтвержденное место погружения в секторе D3. Это жилой комплекс неподалеку. Тебе так и не удалось до него добраться. Я продолжу твою работу. Призвание продолжается. Найден еще один модуль реликвии. Молот. Это как отдельное оружие или это модификация пистолета? Он помогает получить преимущество в ближнем бою. Вижу точку погружения. Здание сильно пострадало от аномалии. Ну да, оно что-то левитирует там. Кусочки в воздухе висят. Это, получается, то место,
которое мы видели издалека, где дом разрушен, и там левитирует как бы... Где она? Кто она-то? Тревога. Конфликт. Моя доченька. Глупая стерва. Мне так одиноко и так страшно. Энергия, косарь. Угроза устранена. Продолжить нашу работу. Ну, мы на месте? Запускаю процедуру погружения. Удерживая мышку, найдите правильное положение, в котором разлом времени начнет излучать максимальное количество света. Приступаю к синхронизации частоты якоря. Это тот самый Вишневский, который слушает музыку? Достигнута темпоральная точка назначения. Продолжаю поиск цели. Эдвард Вишневский. А ничего, что это мы нарисованы? Ну, путники вот эти. Собрано достаточно данных. Убежище. Девочка. Это стоит проверить. Эдвард, открой дверь! Открой, пожалуйста! Что, у нас видение? Видение прошлого? Что-то не так. Она просто слепая старушка. Она слепа, потому что заражена. Разве тебе не ясно? Они нас всех заразят. Ты меня уже достал, Ярик. Черт возьми, Алла, даже ее дочь сбежала от нее. Пропавший без вести Анжела Возняк. Не заставляй меня делать с тобой то же самое. Зараза. Зараза — болезнь, понятно? Ведьма. Жесть какая-то. А как зайти сюда? Что-то не заходит. А, Стрика заходит. Я знаю, что ты там. Я все еще слышу твои шаги. Верни ее. Верни мне моего ангелочка, Эдвард. Вы звали Эдварда? Я здесь, чтобы найти его. Наконец-то. Они прислали кого-то за этим мерзким выродком. Я уверена, что это он забрал ее. Да, этот ничтожный вонючий урод. Он забрал мою дочь. О, вы что-нибудь знаете о моей малышке? О моем бедном ангелочке? Вы уверены, что ее забрали? Зачем Эдварду забирать вашу дочь? Сосредоточьтесь. Зачем Эдварду забирать вашу дочь? Этот мерзавец постоянно донимал нас всякой чепухой. Он говорил об экспериментах, о конце, о смерти. Один бог знает, что он имел в виду. Может, он держит мою девочку где-то заперти и делает с ней не весь что. Господи, смилуйся. Вы мне поможете? Вернете ее мне? Я так волнуюсь за нее. Не нужно этим делу не помочь, не нужно, вы снова будете вместе. Не нужно этим делу не помочь. Не нужно. Это ничего не меняет. О, я умоляю вас.
Верните ее домой. Не вмешивайтесь. Заприте дверь изнутри и не высовывайтесь. Интересно, это реально выживший человек? Произошел непреднамеренный контакт. Женщина была слепа. Это один из симптомов. Я должна быть осторожной. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час вознесения нашего. Аванпост для путников. Началось прокладывание пути. Марек, я нутром чувствую, случилось что-то плохое. Слушай, уже почти Рождество. Все пытаются дозвониться до своих родных. Неудивительно, что линия постоянно занята. Просто они держат их там уже так долго. Помните, когда звучит сирена, вы должны остановить свои дела. А металлургический завод – самое безопасное место. С ним же все будет в порядке? Это диалог еще, который продолжается. Все уже началось. Вхожу в убежище. Цель должна быть рядом. Эдвард, у тебя получилось? О! Убирайся, не подходи ко мне. Соберись. Умоляю, прошу тебя, не трогай меня. Я пришла не за тобой. Что ты? Что тебе нужно? Эдвард Вишневский. Где он? Это он держит тебя здесь? Что? Держит меня здесь? Ты вообще о чем говоришь? Убери от нее руки, ты! Я был прав с самого начала! Я знал, что ты существуешь! Эдвард, ты что, дурак? Сделай что-нибудь! Послушай, это все правительство, она одна из них! Одна из них? Нет, только не это опять! С меня хватит! К черту это дерьмо! Анжела? Анжела, остановись! Что ты делаешь? Зря я пришла сюда с тобой. Нет, Энджела, отпусти ее. Ее не спаси. Она не имеет значения. Снаружи опасно, болезнь. Все снаружи заражены. Поэтому я и привел ее сюда. Это ничего не изменит. Она не имеет значения. Она значит что-то для меня. Я хотел защитить ее. Хотя бы ее. Сохранить хоть что-то дорогое мне в этом сраном мире. Тебя прислало правительство, так ведь? Это все какой-то эксперимент, да? Это спасение. Что? Что ты делаешь? Сохраняю. Якорь. Экстракция цели завершена. Сущность получена. То есть, мы перемещались для того, чтобы получить Вишневского. Пора начать процедуру вознесения. Направляюсь к терминалу. Что это?
Анжела, что происходит на металлургическом заводе? Все, о чем я рассказывал, веришь ты мне или нет? Слушай, мне кажется, что это плохая идея. Ты пугаешь меня. Они начали ставить опыты на людях. Военное положение нужно, чтобы держать всех в узде. Люди пропадают, Энджела. Мы находимся под постоянным наблюдением. Эдвард, похоже, у тебя приступ. Я за тебя беспокоюсь. Тогда останься со мной. Я столкнулась с неизвестной аномалией. Я не могу понять ее природу. У меня нет о ней никаких данных. Кажется, что она резонирует с сущностью. Обнаружена сущность. Доступ разрешен. Такова наша миссия. Прошлый раз нам сказали, сущности не обнаружены. Вестибюль. Это что, капсула там, что ли? Новое задание. Запустить процедуру вознесения. Использовать терминал для вознесения сущности. Терминал достигнут. Как будто загрузка, да, какая-то идет, красные лампочки. Получается, якорь, капец, какая полезная вещь, вообще везде используется. Начинаю процедуру вознесения. Это какие-то скачки в пространстве или что? Где? Где я? Эдвард? Что ты со мной сделала? Реально Вишневский. Учитывая твою важность, тебя было приказано экстрагировать. Тише, скоро все закончится. Давай учитывать его важность. Учитывая твою важность, тебя было приказано экстрагировать. Что это такое? Ты чё, мне наркоту какую-то подсыпала? Ты присоединишься к объединению. Что? Что за дерьмо? Что ты наделала вообще? Выбор сделан. Только присоединившись к остальным, ты получишь шанс выжить. Хватит заливать, я и не собираюсь никуда присоединяться. Я знаю об эпидемии. Знаю о болезни. Что ты об этом знаешь? А что ты знаешь о переломе? Хочешь выжать из меня все, что я знаю, да? Ну что ж, тогда возьми грёбаную ручку, потому что я знаю очень до хрена всего. Я знаю правду. Эдвард, правда за гранью твоего понимания. Накопленные тобой знания могут оказаться полезными. Я тогда не буду прочитывать, что она говорит, потому что она это повторяет. Правда за гранью твоего понимания. Да, ты думаешь?
Я знаю, что случилось на металлургическом заводе. Guys fucked up pretty bad. Вы, ребята, здорово облажались, не так ли? It's all Это your вы во всем виноваты. What you are saying. Твои слова не могут быть правдой. everything started to Все пошло к чертям сразу после вашего появления. Elaborate. О чем ты? for years. Годами никто мне не верил, что такие, как ты, существуют. Exist. They thought I was a Они schizoid, думали, что я but шизик, especially Arthur. особенно Артур. Fool came to me. Но когда этот дурак пришел ко мне, стало ясно, что я не сумасшедший. And now, И что? Что there теперь? you go. The Да curtain's ничего, up. спектакль начался. This Arthur. Этот Артур, кто он? Why did he come to you? Почему он пришел к тебе? For an ordinary Потому что как для steelwork обычного worker, работяги Arthur металлургического Barrica завода, saw his goddamn share of weird. Артур Барейко видел чертовски много вещей. Что он видел? What's happening? Что происходит? The ascendant. Вознесение. It is about to come. Оно скоро начнется. I'm scared. Мне страшно. Something is wrong. Что-то не так. Наша главная героиня второй раз говорит что-то не так. Сосредоточьтесь, что вы видите. Тьму. Scared. Страшно. Она второй раз говорит, что что-то не так, как будто сбой в системе или что-то типа того. И где мы вообще оказались? О, два киси! Кто там стоит вообще? А, заставочка. Якорь, что ли, сломался? Ты там чуть концы не отдала. Хорошо, что я оказался рядом. Ну что? Как ты держишься? Смотритель? I have not suffered. Я не понесла никаких серьезных повреждений и готова следовать своему предназначению. Своему предназначению. Понятно. Who are you? Кто ты? Я... Смотритель. Работа путников вечна, но инструменты, которые нам служат, это всего лишь грубая материя. Так что объединение поручило некоторым из нас присматривать за ними. So you. Получается, ты чинишь вещи? Я забочусь о них. Ну, по крайней мере, я это делал. Пока что-то не остановило путников от пробуждения. Остановило призвание. Прошла вечность с тех пор, как кто-то пытался его использовать. И если честно, я не думал, что объединение пришлет еще кого-то. Can you repair it? Ты можешь его починить? А ты хочешь, чтобы я починил? Something Да, is что-то blocking the блокирует ascent. процедуру вознесения. The vocation must go Призвание должно on. I продолжаться. need to do my Мне part. нужно выполнить свой долг. А, ну да, я понимаю. Но ты не бойся. Собранная тобой сущность безопасности. А вот терминалу нужно вернуть былое величие.
Я запущу его. Постараюсь. Именно поэтому я... Именно для этого я здесь. Да. Ты можешь идти дальше. Следуй своему предназначению. Собери остальные сущности. Вот, один из последних уцелевших. Присматривай за ним. Ну, якорь, да? А чё, получается, у призвания все плохо? Там инструменты на исходе, и никто не возносился давно. Вычисляю координаты следующей цели для экстракции. Артур Барыка. Подтвержденное место погружения в секторе A11. Металлургический завод. Моя предыдущая цель упоминала о событиях на металлургическом заводе в городе. И насчет того мужчины. Это потому он моя цель? Ты говорила с ним? Говорила с его сущностью? Да. Невероятно. Методы, которыми терминал доносит нам свою волю, воистину поразительны. И столь же загадочны. Цель сказала, что это мы во всем виноваты. Это правда? Мы всего лишь следствие. Но... Ты хочешь узнать больше, не так ли? Хочу. Что ж, путешествие к металлургическому заводу может и правда дать какие-то ответы. Как мне туда попасть? Пешком тебе туда не дойти. Путь туда не близкий и весьма опасный. Может, старый трамвай все еще на ходу? Тебе нужна станция A. Трамвай, реально? Он поедет? Да, если ты сможешь восстановить подачу электричества к нему. Такова наша миссия. Да, так оно и есть. Я буду здесь, если понадоблюсь. Офигеть. Ну, у мужика протез. И, допустим, если это человек, то у него протез на правой руке. А так-то вполне может быть человеком, да? Отправиться к платформам станции A. Да? Что? Как долго ты здесь находишься? Так, тебе не поступали сигналы от объединения? Тебе поступали сигналы от объединения? Сигналы от объединения? Я не уверен, что ты до конца понимаешь нашу роль в этом плане. Мы посланники объединения. Мы посланы в этот мир, чтобы служить тем, чьи руки не могут дотянуться. Без помощи. Без мудрого совета. Но наше положение дел таково, что для выполнения работы нам не нужно ничего, кроме самой работы. Мы должны были быть самодостаточными. Разве это не кажется тебе слегка затруднительным? Такова наша миссия. Прояви терпение. Объединение заметит приложенные тобой усилия.
How does one become Как становятся смотрителями? Some simply Некоторые просто это осознают. Некоторых толкает на эту благородную деятельность неудачный каприз судьбы. whim of fate. The decision on Решение о том, какие типы субъектов пробуждать, основывается на текущих потребностях в определенных призваниях. if our systems Если наши системы обнаружат неисправности, которые они не смогут сами исправить, decide that они решат, что следующий путник не будет проводить экстракции, ordinary repair а просто обычный ремонт. is the only case Это исключение, когда двум субъектам разрешается функционировать, simultaneously. Were you awakened а to be отдельно, a что ли? Тебя пробудили, чтобы стать смотрителем? Нет, That was not у меня все было иначе. I was a traveler once, Когда-то я был путником, you, прямо как ты. but as the collective Но так как план объединения не предусматривает расточительность, away, I was a мне дали еще один шанс, чтобы я мог быть полезным. still be useful А, ну как вот уж он без руки. again. И вот снова у меня появился шанс стать таким. Such. May I assist you in any other matter? Я просто жутко пытаюсь понять, кто такой и вообще вот что он может нам рассказать. Where did the cat Откуда come взялись эти коты? from? I noticed Я that the заметила, place что around пространство the вокруг terminal терминала is обитаемо. inhabited. How did they even Как они survive? вообще выжили? You mean our little Ты о наших маленьких голодающих пушистых друзьях? hard to say. Сложно сказать. Они просто приходят, а потом они уходят. Такова их природа. No point in Бессмысленно с этим бороться. Worried that their Ты не presence боишься, что here их might присутствие cause здесь может pollution, привести к загрязнению? malfunction? Или поломкам? Нет. they do not destroy. Они ничего не портят. They are clean. Они чистые. Sometimes they just knock Иногда things они off просто tables сбрасывают and вещи со benches. столов и верстаков, но I don't resent я не злюсь на них за то, Я не злюсь на них за это, ведь им просто нужно немного внимания, do. как и нам всем. They pretend to И be все же so они притворяются такими unavailable. недоступными. Это всего лишь ширма. Appearances. You have to know how to Нужно просто знать, как завоевать их доверие. luckily К счастью, у меня осталось много кошачьих консервов. survived. Therefore, I am Поэтому я горжусь тем, что они любезно позволяют мне заботиться о них. care for them. Beautiful creatures, Красивые создания, so sublime, восхитительные, almost perfect. почти идеальные. May I assist you in any other matter? Приплели котиков, да? How long have you Как been here? долго ты здесь находишься? Годы, десятилетия. Time is nothing. Время всего лишь последовательность существования. It is just events Это that просто occur событие, которое происходит в, казалось бы, succession. Are необратимой... you saying Не you услышала чего. Ты хочешь сказать, что сбился со следа? Why Я говорю, какая разница? Переформулирую вопрос. have you Ты witnessed видел many много пробуждений? many? Много? Если честно, я даже не помню, когда в последний раз я разговаривал. Those who dive Способные к погружению индивиды никогда не функционируют одновременно. when the system picks up, Обычно, когда система принимает гибель путника, then awakens она пробуждает другого. when you. Но когда ты, наконец, пришла, I knew something. я знал, что случилось что-то из ряда вон. Something. Что-то чудесное. And just when I had started И to как think только я начал думать, что все кончено, May I assist you
То есть мужик 100 лет ни с кем не разговаривал. Тогда, думаю, пришло время старому верному субъекту вернуться к своему предназначению, а тебе следовать своему. Я знаю, это был ты. Нужно только доказательства, и ты проведешь остаток своей жалкой жизни за решеткой. Разве твой брат Святоша не говорил тебе не разговаривать с такими, как я? К слову о нем. Я слышал, ему последнее время не здоровится. Интересно, где он это подхватил? Это же не может быть металлургический завод. Он обещал, что рабочие будут там в безопасности. Да пошел ты! Гэбриэль будет в порядке. Нога, что ли, какая-то? Это путника, что ли, вещь? Я нашла модуль улучшения для адаптера. Активирую. Activating it now. Что это такое? Насадка какая-то. Что? Вот чья нога была. Another fallen. Еще один павший. Attempting data salvage. Пытаюсь восстановить данные. It seems this one's phylactery. Похоже, его филактерия уцелела, и There's still an в ней все еще есть сущность. Реально? Maybe I'll be able to retrieve. Может, я смогу извлечь ее? Как так? А, нету этого две ноги, а чья нога тогда лежала? Устанавливается соединение. Устанавливаю связь с филактерией. Мажец Лидия. А, это у которой ребенок пропал, что ли? Конечно, да. Пробую перенести сущность. Перенос завершен. It's acquired. Сущность получена. А дезинфекция будет или нет? А, заставка будет. Ой, там аномалия жесткая. I've reached sector. Я добралась до сектора А-11. Металлургический завод. Point. Направляюсь к точке погружения. Офигеть, что тут происходит? Верните моего мужа. Мы хотим правды. Свободу рабочим металлургического завода. Мы требуем свободу. Деспоты. Мы хотим правды. Свободу рабочим. Папа, вернись. Я справлюсь, спасибо. Господи, ладно. Помощь — это не чертова отрава. Время от времени тебя она тоже перепадет. Слушай, Артур, хочу, чтобы ты понял, мы не друзья. Мы здесь, потому что у нас был уговор. Ты должен был помочь... Эй, после того, как ты сказала вернуться сюда, мне даже не нужно было тащить тебя с собой. Какого фига ты здесь ищешь вообще? Скажем так, не только Гэбриэль его видел.
it is. Вот оно. The place is heavily Это место affected сильно by the пострадало от аномалий. oddities. I will need Мне counter-gravity понадобится cover антигравитационное to reach снаряжение для перемещения, чтобы добраться туда. Может быть, мы эту штуку должны были испробовать там, вот в медпункте. Потому что там реально мясо какое-то началось. Это получается бомба-липучка, да? А чем отличается от моих тапок? Выглядит так же. В них ходить теперь неудобно, они присасываются. acquired the gravity. Полученные гравитационные ботинки. Heading back to the rift. Возвращаюсь обратно к разлому. Угу. Появляется закрашенный треугольник, если все окей. Записка летает. Внимание всех офицеров, у нас вспышка инфекции. Защищайте объект любой ценой. Стреляйте в зараженных. Здесь либо они, либо мы. Старший офицер Себастьян Джик. Ну, короче, все вышло из-под контроля. Просто началась полная фигня. И мы на втором разломе за всю игру. Initiating the anchor. Приступаю к синхронизации частоты якоря. Интересно, что в прошлом нам покажут. Temporal destination. Достигнута reached. темпоральная точка назначения. Proceeding with the search for the Продолжаю target. поиск цели. Arthur Barrick. Артур Барыка. Клетка как будто для допроса. Может быть, они держали путника здесь? Ничего не понимаю, но очень интересно. Милиция. Всю милицию покрошили прям вообще почистую. Да, вот это хоррор пошел. Не позволяйте им сливаться. Ну понятно, что делают простые люди против этих монстров. Это мы как путник ходим там хедшоты раздаем. А обычная милиция, конечно, ничего не смогла сделать. Don't shoot! Не стреляй! Look. Смотри, I worked я here. работала здесь, видишь? I Я просто хочу выбраться отсюда. Вероника, кстати. Кто ты? Вероника Камински. Вероника Каминска. Is Я there врач. anyone with you? Кто-нибудь здесь еще есть? Нет, нет. Я здесь совсем одна. Why are you here? Почему ты Been здесь? an outbreak. Разразилась эпидемия. Мы пытались ее остановить, но не смогли. Рабочие, они...
They never had a chance. У них не было даже шанса. What I am Нет, asking меня интересует, is why are почему you ты here? здесь сейчас? Please just let me go. Прошу, просто отпусти меня. There's no one Здесь here вообще left никого не alive. осталось живых, я I saw ничего не nothing. видела. I swear. Я клянусь. I got lost when I was looking Я for- заблудилась, когда искала. Да? I was... Я была... Вероника, You are not alone. ты не одна. Вероника, я нашел его. Я в кабинете управляющего. Вероника, ты здесь? Артур спалился. Arthur, Артур, listen to me. послушай меня. They're here. Run! Они здесь, беги! Нет, только не она. Убери от нее руки. Говорит Эдвард, кстати. Что? Что случилось? Как будто бы Эдвард помешал ей схватить Веронику. I came across a woman. Я наткнулась на женщину. She probably Похоже, came она here пришла сюда с Артуром with Барыкой. Arthur Barrica. I must locate the foreman. Мне срочно нужно найти кабинет управляющего. I am concerned the integrity Я боюсь, что моя филактерия может быть повреждена. It is almost like the Такое чувство, что собранная сущность leaking through. просачивается из нее. Ага, вспоминаем то, что мы в настоящем времени, ну, в 80-х годах. Нужно было сжечь их всех. The place is already overrun. Это место уже заполонили. I need to get to the target. Нужно срочно добраться до цели. Вообще жесть. Это знаешь, мы с тобой привыкли ходить по миру, в котором уже все, весь мир равно биомасса. А здесь есть еще остатки людей живых. Вперед вместе во имя социализма. Или какие-то административные здания. Так. Все двери закрыты. Please, we don't have time. Прошу тебя, у нас нет времени. Мы просто хотели оставаться одни. Stay back. Габриэль, не подходи. Нет, 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 Габи, что же я наделал, боже. Брат, это он вернулся. Arthur Barrica. Артур Барыка? Ты You brought that on us. Ты навлекла на нас все это дрянь. Фу. Короче, у нас в комнате два брата. Габриэль, который заражен, похоже, и Артур, его брат, тот самый Артур, о котором говорил Эдвард в начале второй серии. Успокойся, и ты пойдешь со мной. Успокойся. Calm down. Успокойся. I'm here to save Я you. здесь, чтобы спасти тебя, Артур. Save me. Спаси меня? Blind. Ты что, слепая? Посмотри на него. Just wanted to find Я просто хотел найти своего брата, вернуть его домой. Вот же дерьмо. Compose yourself. Соберись. No. Нет, нет, нет. Я в этом не виноват. Отойди от него и не двигайся. Он уже мутирует. Нет, нет, Артур, прошу тебя, останови это. Наши кости, это боль. Это наша боль. Габриэль, прости меня, братишка. Артур, брат, ты можешь ему помочь? Fate is set.
Его судьба предрешена. Ее невозможно изменить. Что? He is not the target. Он не моя цель. You are. А ты, да. He was the one who saw you Я? back then. Это тебя он тогда He видел? was there when Он был там, когда ты все это начала. You. И все же именно тебя выбрали присоединиться. fuck I am. Черта с два. Look, damn it. Смотри, чтоб тебя. What he's been Посмотри, doing что он все время малевал. all- You want me? Если тебе нужен я, зачем все это с ним делать? Make him fucking sick. Нахрена было его заражать? За что? Я не... Я не... Let's try Ладно, something else. тогда поступим иначе. He goes with you, Он идет с тобой, 'cause I'm going. а я отправляюсь в ад. Не делай этого. It's your fault. Это твоя вина. You fucking understand? Ты что, совсем этого не понимаешь? Именно вы принесли болезнь в наш мир. Save him, Слушай, alright? спаси его, ладно? Отведи его туда, где ему смогут помочь. Нет, я пришла за тобой. You bitch! Ах ты, стерва! Нет! Я пришла за тобой. Нет, нет, нет! Выстрелить ему в руку, чтобы он не выстрелил себе в голову. А что бы она могла сделать, например, спасти его брата Габриэля? Как его было спасти? Так бы, получается, и Артур бы помер, и Габриэль тоже. Габриэль мутирует. Какая-то жесть просто. Target extraction. Экстракция цели завершена. Essence acquired. Сущность получена. I am heading back to the terminal. Возвращаюсь к терминалу. А, это все? Это официально мы закончили с металлургическим заводом, получается? На самом деле, сцена с Артуром и Габриэлем, она такая жесткая прям получилась. Прям видно, что они любят друг друга. Я дам тебе еще один шанс, выродок. Ты мне все расскажешь про этих ублюдков. Что? А с чего ты мне это вдруг начал верить? Твою мать, язык проглотил, что ли? Как раз, когда кто-то наконец-то послушал твое дерьмо. Смотри, смотри на это, мой брат. Мой брат все время рисовал это, прежде чем сбежал из больницы. Вот дерьмо. Он встретил одного из них. Они здесь. Что? Что они такое? Чего они от нас хотят? Как нам бороться с ними? Спутниками, то есть. Бороться? Ты с ума сошел, это невозможно. Это как так выходит? Он еще и на пианино играет. Так, выясняем, смотритель нам враг или друг? Не пон. Дама с горностаем, да, у нас на картине? The bar is closed. Бар закрыт. Don't think anyone Но здесь will некому ask us to просить leave. нас уйти. Come, Иди сюда. join me. Присоединись ко мне. What is all this? Что это такое? Это? Magnificent. Великолепно. Не правда ли? Our work is to save them. Наша работа спасать их, а не восхищаться ими. Людьми, типа. But how to accomplish one Ну without как ты the достигнешь одного без другого? other? This is how I do my Вот own как я part, выполняю свою работу. saving them. По их спасению. Спасению хотя бы частички того, чем они когда-то были. Don't you think it's all Тебе не кажется, что все это trivial? слишком тривиально, несущественно? In perspective of
А что существенно с точки зрения вечности? trivial thing. What's the endless Чего стоит бесконечное существование, лишенное даже мгновения размышлений и чистой радости? and unadulterated joy? Это он о том, что он робот без чувств? Some reason По какой-то причине люди некогда слушали музыку, went to ходили в театр, играли в игры и рассказывали друг другу истории. stories. These things are Эти вещи ведь не имеют значения для выживания. yet it И все же без них не было бы человечества. be no humanity. It's a paradox. Это парадокс. Или скорее аномалия. The human Получается, человеческая раса для тебя аномалия? Oh yes. О, да. Идеальная. Почему я думаю, что она человек? Она должна быть человеком. Unfortunately, the whole thing was not preserved. Так как все, к сожалению, не сохранилось, я рискнул заполнить пробелы своим изобретением. Don't you think it catches the ear? Как думаешь, это не привлекает внимания? Мне нравится, и ты впустую тратишь время. It is nice, Мне нравится. but you are wasting time. Но ты впустую тратишь время. Трачу впустую? Waste something you barely Тратить то, чего у тебя почти не осталось. can grand. Разве это не здорово? When can you value Когда еще ты сможешь ценить время, которое тебе дано, если не здесь и сейчас? when your time is Когда время идет по прямой и имеет конец, его понятие может сильно отличаться от того, being taught? чему нас учили. This is what made them. Именно это делало их в каком-то смысле лучшими. I don't think we were Я не designed думаю, что the мы same созданы way. такими же, как они. Designed. Созданы. Sadly, I'm struck with К a сожалению, но я согласен с тобой. Черт, они реально не люди? You really got affected by them. Сильно же они на тебя повлияли. Слишком поздно. For what? Что слишком поздно? something about Что-то нужно с этим сделать. Но ты... you still have a У тебя еще есть шанс. Without the terminal. Без терминала не получится. I've switched it off. Я выключил его. Что? Why? I guess Почему? even a machine Думаю, даже машине нужно иногда отдыхать, понимаешь? Что? Да, успокойся. I had to cut the power Мне пришлось отключить электричество, пока я все переподключал. Would you kindly go? Не могла бы ты пойти к коммутатору? Этажом выше. You need to find Тебе нужно найти там ресторан. Он довольно вычурный, как по мне. for a maintenance shop. Там есть технологическая шахта. Тебе туда. I will be at the Я буду у терминала, чтобы запустить систему, когда ты ее включишь. Подумала, такая и пошла. Нет, на самом деле это было сейчас... Это такая сцена достаточно эмоциональная, кстати. Опять поссорились? Еще как! Я всю жизнь из кожи вон лезла ради нее, но ей всегда было мало. С каждым днем все становится только хуже. You'll get by. Да ты справишься. Никто не справится лучше тебя. Она просто легко теряется, вот и все. Боже, Эдвард, как ты можешь быть таким добрым к ней? Ты знаешь, что она говорит о тебе? I'm being nice to you. Я добрый к тебе. Ну все, ладно, погнали.
Будет работать. It's safe to use now. Им уже можно пользоваться, хотя работоспособность еще не полностью восстановлена. But soon, the essence Но скоро собранные сущности смогут вознестись, и все будет так, как должно быть. So, the Получается, essences are still сущности все еще не могут присоединиться? sadly, К сожалению, нет. have access to them. Но у нас хотя бы есть доступ к их памяти. With that, the Это поможет терминалу установить следующую цель, чтобы ты могла продолжить. Can I talk Могу ли to я говорить с ними? Да, но недолго. Процесс может process can get a bit дестабилизироваться. unstable. Unstable, да. unstable? Please, Дестабилизироваться? patient. Прошу, прояви терпение. Другого способа нет. Such is our calling. Такова наша миссия. Beginning the ascendant. Начинаю процедуру вознесения. Что сейчас будет, непонятно. У нее несколько сущностей филактерии. Ага, пистолет пропал. О, барыка тут. So this is it, huh? И это все, да? Вот же дерьмо. Если бы я знал, что ад выглядит именно так, я бы не прогуливал чертову воскресную школу. Черт, черт, черт! Compose. Стой, не ну... Заткнись, серва! Артур не на шутку злой? Earned it, I guess, haven't I? Ну, думаю, я это заслужил. Так ведь? Ты был избран объединением, я здесь не для того, чтобы судить тебя. You were chosen Ты был by избран the объединением. Come on! Not that. Серьезно? И ты снова об этом дерьме? collective. You Я верю, у тебя есть ответы, которые мне нужны. It's about what happened to А? Kate, Это isn't из-за того, что случилось с Габи? Габриэль его брат. that the Ты считаешь, что путники виноваты в переломе? the disease. Это... болезнь, как ты ее называешь? Ты что, издеваешься надо мной? My brother became sick while looking for the Мой missing брат workers, заболел, right? когда искал пропавших рабочих. He found them, sure. И он их нашел. Dying and Умирающих и израненных. they weren't the only ones. Но там были не только они. There was also Там one of также you. был один из вас. And И... And so it fucking began. И ничего. Тогда это дерьмо и началось. The military came. Приехали военные, ученые, врачи. It only took a moment И через for these мгновение white карантин walls to turn превратился в some kind of сраную fucking тюрьму. prison camp. No one gets in, Никому не войти, gets out. никому не выйти. I don't know what kind of shit Я was не going знаю, on что за inside чертовщина там творилась, there. I sure do но know в одном one я thing. точно уверен. They didn't take care of Они our не sick заботились о моем больном брате. fucking Их moon интересовал man только ваш spreading your грёбаный fucking космонавт, disease. который распространял вашу проклятую болезнь. Мы космонавт, если что. Big shot. Dr. Zibbert Даже эта only важная pretended шишка, доктор to care about Зиберт, the sick. только притворялся, что заботится о больных. I bet that son Могу of a bitch поспорить, was этот only ублюдок thinking how только he и could думал, screw чтобы over the нагреть commies коммуняк and use him for his own и research. использовать их для своего исследования. Какого исследования? Maybe if he'd taken care of his fucking Может, job, если бы он делал and свою he'd deal сраную with that alien. работу и не думал бы об этом пришельце,
мой брат был бы в порядке. Может, тогда бы я... Please. Артур, прошу тебя, сосредоточься. Доктор, Alien. пришелец, Tell me about them. расскажи мне о них. Интересно, что за номер путника был там, в металлургическом заводе? Господи, Габи, It's so fucking wrong. все пошло чертовски неправильно. Listen. Слушай, ты просто хотел защитить себя, ты хотел прекратить его страдания. Тяжеловато выбрать, знаешь ли. You wanted to end his Ты suffering. просто хотел прекратить его страдания. Fuck you! Да пошла ты! В жопу это место! You think I'll let myself Думаешь, я be позволю judged тебе и anymore? дальше судить себя? Let myself Позволю be treated относиться like к себе some как к loser? неудачнику, за которым нужно постоянно присматривать, чтобы он не навредил себе или другим. Черт! I am like that. Слушай, а может я и правда I такой? just hurt everyone Я close to я me. лишь причиняю боль всем своим близким. Maybe I can't run away. Может, от такого невозможно убежать. I'll never run away. Я никогда больше не буду убегать. Никогда. You said it was safe. Ты же сказал, что им можно пользоваться. I also said it's not А еще я сказал о не до конца восстановленной работоспособности. Тебе нужны были ответы. the only. С другого способа не было. Did you find any? Ты выяснила что-нибудь? Steelworks. На металлургическом заводе. One of us was there. Там был кто-то из нас. He was captured. Его поймали и обследовали. Did they do to him? Что они с ним сделали? Я не знаю. Когда я пришла, его уже там не было. Была эпидемия. Все погибли. I see. Понятно. But Но the doctor, был один доктор, которому поручили его обследовать. Zibert, Зиберт. if he's still alive, Если он все еще жив, there is a chance. то есть шанс, что этот предшественник не потерян. Or at least he may know. Или, по крайней мере, он может знать, что на самом деле там произошло. Чё, Зиберта будем искать? Вот эта вещь нужная. Such is our calling. Такова наша миссия. Calculating coordinates. Вычисляю координаты следующей цели для экстракции. Доктор Дэвид Зиберт. Accurate as always. Как всегда, твоя точность на высоте. Подтвержденное место погружения в секторе A0. Оставь надежду, всяк сюда входящий. What? Что? Hospital. Больница. Something else. Это нечто. Many of our predecessors. Многие из наших предшественников погибли там. I'll bring back the energy to the Я восстановлю A0 питание ворот сектора A0 для тебя. should be open when you Когда ты до них доберешься, они будут открыты. Я, кажись, знаешь, что, короче, сейчас вспомнила? А A0 это случайно не те ли ворота в начале игры, около которых была голосовуха, которая говорила о том, что туда, в тот район нельзя идти, тот район очень опасный. И я запечатала ворота. Артур, у меня мало времени, мне разрешили сделать только один звонок. Габриэль, Господи Иисусе, как ты себя чувствуешь, братишка? Дерьмово, они хотят меня куда-то увезти. Возможно, в больницу, но кто его знает. Но они просто застрелят меня. Нет, если эти подонки хоть пальцем тебя тронут, я им... Расслабься, Артур, со мной все будет в порядке. Здесь есть один доктор. Зиберт вроде. Спроси о нем в больнице, хорошо? Ладно, просто береги себя, хорошо? Я в порядке. Просто... Я не хочу покидать этих людей. Теперь я хочу быть с ними.
Я чувствую себя так одиноко. Я не знаю, есть ли шанс, что мы еще встретимся. Я вошла в сектор А0. Иду дальше. Но это, знаешь, это звучит покруче, чем пистолет-пулемет. Неплохо. Прям целый Fallout. Оставь надежду. Это и правда нечто совсем иное. Я напугалась, какие скримеры в Кроносе! Его разум больше ему не принадлежал. Что с ним стало бы? Так. Рев-капсулы уничтожены? Их здесь так много. Артур? О, слава богу, я ищу свою маму, ты ее нигде не видел? Нет, прости, может, ее эвакуировали вместе с другими жителями? Я не знаю, никто не хочет ничего мне говорить. Да ты не переживай так, может, она уже в больнице с остальными. Больница? Твой брат, Габриэль. Габриэль, он все еще там? Нет, я не знаю, где он. Запрыгивай, я отвезу тебя туда. Мне по пути. О, думаешь, ты найдешь его? Я не знаю, но я слышал от нашей общей подруги. Мне кажется, она что-то знает. Погоди, ты о Веронике? Похоже, когда-то это была квартира Габриэля. Хута. Ну, логично. Так он кукнулся все-таки или нет? Вот это жуть. О! Как так-то? Ну и жуть. Устанавливается соединение. Устанавливаю связь с филактерией. Сурма Энтони. Сущность получил субъект ND-1410. Сведения об экстракции 15.02.1982. Эффект. Атака в ближнем бою и топот наносит значительно больший урон. Сущность по имени Барык Артур будет удалена. Продолжить? Да. Какого ты хрена... какого хрена ты делала? Нет. А у меня не было выбора никакого. Я беру просто сущность безвозвратно стерта. Перенос завершен. Сущность получена. А у меня был выбор, что ли, делать это или нет? Огромная комната. Это что такое за компьютер? Ну, это реально какой-то суперкомпьютер или что? Устройство для стабилизации аномалий? Скажи Зиберту, что мы больше не можем принимать пациентов. Мы не можем позволить, чтобы здесь случилось то же, что и на металлургическом заводе. Эти люди нуждаются в нашей помощи. Мы должны быть рядом с ними, Вероника говорит. Но не любой же ценой. Мы все равно должны соблюдать осторожность. Боюсь, уже слишком поздно для осторожности. Что ты такое говоришь? Это уже происходит повсюду. И как бы мы ни старались изолировать себя, остановить это невозможно. Все, якорь будем вставлять? Прям вот так вот с порога, да? Приступаю к синхронизации частоты якоря. Осмотри все здание, проверь каждый уголок и щель. А что с гражданскими? Они больше не гражданские. Мы на войне, солдат. Мы уже в прошлом, да? Достигнута темпоральная точка назначения. Продолжаю поиск цели. Доктор Дэвид Зиберт. Прием! Прием! Меня слышно?
говорит Вероника. This is Dr. Это Veronica доктор Kaminska. Вероника Каминская. Я застряла в лифте на 3-м этаже. Мне нужна Help. помощь. Can anybody hear me? Хоть кто-нибудь слышит меня? Я слышу. Shit. Черт! It's you. Это ты. You are a stubborn bunch. Настойчивости тебе не занимать, не так ли? Well, tough luck. Ну что ж, не повезло. Тебе меня не достать, пока я торчу здесь. Я пришла не за тобой. Is Dr. Моя David цель — Zibert. доктор Дэвид Зиберт. Что? David. Дэвид? And how has he done you wrong? А что он тебе He плохого possesses the сделал? information У I него есть have. информация, которая мне нужна. I am not here to hurt Я не him. собираюсь ему вредить. Я здесь, чтобы Distract him? экстрагировать его? Да. I know all Я about все об этом знаю. it. Hate to break it to you, but you're wasting Жаль тебя расстраивать, но ты зря тратишь If you're время. looking for information, Если тебе it's нужна me you информация, want. тогда тебе нужна я. David and I Давид и я. worked Мы together. работали вместе. There's nothing he Это wouldn't он tell me. рассказал мне обо всем. And I can И я share могу whatever рассказать I тебе know. все, что I я need to знаю. know everything. Мне нужно знать все. О металлургическом заводе, об эпидемии, о другом путнике. Да, I'll tell you everything. я расскажу тебе все. But first, Но для начала you'll need to get me тебе out of нужно here. меня вытащить отсюда. You're good with that? Договорились? На этот раз без фокусов. All right. Ладно, All right. хорошо. Any idea what's blocking the Есть идеи, elevator? что заблокировало лифт? Biomass. Биомасса. It seems to have Похоже, она accumulated здесь here скопилась in для order to формирования build a гнезда. nest. Fuck. Вот черт. We need to get rid of Нам it. нужно избавиться от нее. Ее невозможно сжечь. Она покрывает всю And it шахту. regenerates too И fast. слишком быстро регенерирует, я We знаю. could use Но мы something могли we're бы working on использовать here. кое-что, над чем тут Sort of работали. toxin? Что-то вроде токсина. The problem is Проблема в we том, can't just inject it что его anywhere. нельзя колоть куда We получится. need to find the Нужно right найти spot. правильное место. It's- Ее сердце. You need to get 3 specific Тебе нужно formulas. найти 3 особые формулы. They're designated Они промаркированы как Z5, Z5, C- C66 и X44. I'll tell you how to make Найди их. Потом я расскажу, как их смешать. Ну вот то, что мы находили загадку. Где мне их Check искать? the infectious Поищи в diseases инфекционном ward, отделении, на медицинском складе. medical supply, perhaps. И, черт, загляни и в мой кабинет тоже. Well, let's try my office too. It's in the Кабинет в administration section. административном секторе. On my way. Уже иду. Keep this channel open. Держи этот I'll try канал to guide you открытым. through this Я mess. постараюсь провести тебя через этот хаос. There are bullet marks Здесь everywhere. везде следы от пуль. The army must have Похоже, gotten что here военные after пришли Steelworks сюда, когда spinal ситуация на tap металлургическом заводе вышла из-под контроля. control. Думаю, они искали доктора Зиберта. Infected Они patients наткнулись на зараженных пациентов и panicked, они запаниковали. shooting began. Они открыли огонь. That doesn't seem right. Это неправильно. This place. Это место, Suspended. кажется, будто оно застряло между пространством и временем. Мадам, я понимаю, это тяжело принять, но ваш сын не пропал. Он погиб. Нет, это невозможно. Он жив. Мадам, вы видели его тело? Да, но эти следы на его голове. Вы их видели, доктор? Они есть у всех. У всех? У всех, кого они забрали. Вся банда, 4 детишек. Слушай, мне нужно кое-что спросить, и я хочу, чтобы ты ответила честно. О чем? At the Steelworks, I На металлургическом заводе. Я была кое с кем, с мужчиной, Артуром. what happened to him. Мне нужно знать, что с ним случилось. Ты что, экстрагировала его?
Провокационные пошли вопросы. I get it. Ладно, я поняла. Your secrets. Держи свои секреты в тайне. Best. Может, так даже лучше. Ну вот фотка. Это типа как Вероника, выпускница и еще кто-то. I too have a У question. меня тоже есть вопрос к тебе. Ask away. Спрашивай. How is it you know so much about the Как ты так location? много знаешь о призвании? Well, I had a quick Ну, crash course. я прошла интенсивное While the экспресс-обучение. traveler was being held at the Когда Steelworks, путника держали на металлургическом, нас привели туда, чтобы его исследовать. Мы провели много часов вместе. mostly just В основном мы просто говорили. seemed to Он, trust похоже, мне искренне доверял. Examination. Исследование дало нужный результат. not particularly. Не особо. That's probably why they took Наверное, поэтому они меня от него забрали, и я не смогла им дать то, на что они рассчитывали. Но как бы там ни было, я и он. Это долгая история. at hand. Давай сосредоточимся на актуальной задаче. Смотри, как конечности слились. Я просто навожу этот фонарь немножко в сторону, чтобы было снимки видно хорошо. Серьезно? Опробуем, опробуем. Ну это пошел Дум уже, да? Вот это выглядит мощно. Рисунки путника — это палата, где держали Габриэля, что ли? Он же у нас все время продолжал рисовать. То есть Габриэль, как увидел путника, так все, он кукухой поехал. I think I found the optimal Похоже, я нашла оптимальное место для введения токсина. What does it look like? Как оно выглядит? heart. Похоже на сердце. Perfect. That should Идеально. Это должно быть оно. Доктор Вероника Каминска. Military want from Что военные хотели от путника? you just Huh. don't quit. Ты все никак не успокоишься. First, they believed Сначала они думали, что именно путник виноват в эпидемии, так как он появился в тот момент, когда она вспыхнула. Но... Да, Дэвид думал, что через него мы сможем найти лекарство. without the results, Правительство решило, что он подслужит им для достижения других целей. other goals. Но безрезультатно. and what were those goals? И какие это были цели? What goals can a bunch of Чего могут хотеть дебилы с пушками? bigger guns? Пушки побольше. Все, некроз пошел. Я это сделала. It's dying. Она умирает. How does it look on your side? Как там у тебя дела? Лифт разблокировался? Veronica, Вероника, are you there? ты здесь? Veronica? Вероника? Так безрассудно прыгать? Не, наша главная героиня реально какой-то суперсолдат просто. Сколько силы в бренном теле должно быть? Задание выполнено, пишет. Вероника, где ты? Нет, Not like this. только не так. God damn it. Черт подери, You were Дэвид! supposed to bring Ты должен был привести его You сюда. said it's the safest Ты сказал, что это самое безопасное место. place. No. Ты ранена? Нет. Зиберт мутировал? I'm sorry. Your Мне mission жаль, что твоя Yes, миссия I have провалилась. failed. Да, я облажалась. Everyone I Все, кого я любила, исчезли. А другой путник, где он? I don't know. Я не знаю. What caused the outbreak in the Что steelworks? вызвало эпидемию на металлургическом заводе? Was it the traveler? Это No. был путник? Are you Нет. insane?
Ты что, с ума сошла? Pathfinder would rather Исследователь die than скорее умрет, чем причинит нам вред. Исследователь? That's what he called himself. Так он назвал себя. Why were you looking for him? Зачем ты его искала? Почему он так важен для тебя? I think he will help you discover. Ты все еще думаешь, что он поможет тебе разработать лекарство? Я пыталась его защитить, понятно? Зачем? He did me a favor, Он оказал мне услугу, and I was trying to return. и я пыталась вернуть ему долг. I was his target. Я была его целью. Ты? Why didn't he perform Почему the тогда он не extraction экстрагировал тебя? on you? You were destined to Ты была предназначена для Maybe because I вознесения. didn't want it. Может, потому что я этого не Or хотела. maybe he just felt that А может, он what you're просто doing считал, was что more твоя harm деятельность than больше good. вредит, чем помогает. deluding yourself. Ты обманываешь себя. I have seen Я видела the future. будущее. Without the extraction, Без экстракции you тебе are конец. doomed. Всем вам конец. In that case, maybe it's better В that таком we случае, don't может, exist лучше at нам all. вообще не существовать. Or maybe, just maybe, Или, может быть, просто не стоит сдаваться. Доктор Дэвид Зиберт. He can still help us find Он him. все еще может помочь нам найти его. Ладно. you are fucking insane. Получается, ты и Look at правда him, свихнулась. Посмотри на него, черт возьми. No! Нет. If I don't try, Если я не попробую, то оставшиеся крохи его разума скоро тоже исчезнут. he will be gone. Он исчезнет навсегда. И с ним исчезнут все ответы, которые нам нужны. Steelworks, Металлургический завод, эпидемия, mission, его миссия, мое пробуждение. make sense. Я должна разобраться во всем этом. It's not worth giving up yet. Еще не время, чтобы сдаваться. Can you promise Ты me можешь пообещать мне, it will bring him что это принесет ему покой? Да или промолчать? Я лучше промолчу, я ж не знаю, принесет или нет. do it? Сделай это. Ну а что еще остается Веронике, получается? Типа, или Зиберт мутирует до конца, и он уже все, перестанет быть человеком, просто станет существом. Массой биологической. Либо можно экстрагировать и вытащить его разум. Вишневского будем удалять. Нет, нет, я не готов к этому. Сущность безвозвратно стерта. Target extraction concluded. Экстракция цели завершена. Essence acquired. Сущность получена. The Pathfinder. Исследователь. I have to tell the Я должна рассказать об этом смотрителю. something's not right. Что-то не так. Need Нужно to the terminal. вернуться обратно к терминалу. Никто не хотел мне верить. Здесь так темно. Габриэль? Чудовище! Они доверяли мне. Я дал им обещание. Я должна была с ним остаться. Эдвард. Мать. Отец. Something's wrong. Что-то не так. Когда-нибудь мы могли бы быть вместе и обрети свободу.
Замолчи! Мы телепортимся куда-то? Please, Elisa. Пожалуйста, Элиза, у меня мало времени. Я знаю, у нас были разногласия, но... Что? Что тебе нужно? Говори. У меня есть и другие дела. There is something. Мне нужно, чтобы ты спрятала кое-что. Togetherness. Единство. Conflict. Конфликт. Они ищут. Все пошло чертовски неправильно. Почему они просто не дали нам умереть? Я дал им ложную надежду. Нет, ты меня не сломаешь. Смотритель. Не делай этого. Pathfinder would rather Исследователь скорее умрет, чем причинит нам вред. Смотритель? Yes? What is it? What's Да? Что-то не так? Что случилось? Она... Огонь распространяется. О, нет, это происходит. Она называла его... Тьма. Тьма. Легкость, сущности. Нам нужно вытащить их из себя. И побыстрее. Животные дерутся. Вытащи их! Вытащу. Я обещаю, просто постарайся. Она называла его... Исследователь. the Pathfinder? Исследователь? Pathfinder. Типа ищущий путь. Еще раз. Каково твое предназначение? Easy there. Полегче там. What is this place? Что это за место? Have I been here? Я была здесь раньше? It's my workshop. Это моя мастерская. Я уже однажды инструктировал тебя здесь. When you first connected, Тогда ты впервые подключилась к терминалу. They went silent. Они замолчали. The essences. Сущности. You Ты, stopped. ты остановил их? I'm afraid that what I managed Боюсь, что мне удалось это лишь на время. measure. We need to get them out. Нам нужно вытащить их из себя. Otherwise, Иначе они не остановятся. Бунт, что ли, там? Они дерутся. Состояние, в котором они находятся, для них противоестественно. Они слишком долго находятся в твоей филактерии. Ну мы возносить не можем. Разве я не могу Release them. просто освободить их? unfortunately, К сожалению, нет. bonded with you so Они слились с тобой настолько сильно, что стали неотъемлемой частью твоей личности. you can try to replace Ты можешь попробовать заменить их другими, но если решишь убрать кого-то одного, your whole being will collapse. твое все существо разрушится. Твое целое существование будет в коллапсе. Что со мной тогда будет? Eventually, they will win. Так или иначе, они победят. Они завладеют тобой, лишат рассудка. Sanity.
лишат тебя твоего разума. You're running out of time. Время на исходе. Ты можешь как-то с этим помочь? Чтобы безопасно вытащить их из себя, мне потребуется починить терминал. И поверь мне, я уже все перепробовал. Но он просто на меня не реагирует. The Pathfinder. Исследователь. That name. Это имя тебе говорит о чем-то? I'm truly not sure. Я не уверен, но возможно. I think Мне кажется, я встречал это имя в архивах. I'll have to rummage through. Придется порыться в них. Надеюсь, мне удастся найти что-то полезное. И куда это ты собралась, путник? To Dr. Мне нужно поговорить с доктором Зибертом. He may know. Он может знать, что случилось с исследователем. Наверняка он знает, кстати. Succeed. Если у меня выйдет, Maybe we'll be able to возможно, find мы him. сможем его найти. А как же Вознесение? Maybe the terminal will cooperate. Может быть, терминал захочет общаться с ним? Very well. Хорошо. Кстати, как вариант. Any time. Тогда не будем терять время. I'll search the archives. Я поищу в архивах, а ты занимайся выполнением своих задач. I'll be here when you're done. Я буду здесь, когда ты закончишь. But please, Только, пожалуйста, прошу тебя, будь осторожна. Может быть, реально другой путник может помочь с Вознесением. Потому что работа этого терминала, она реально очень странная. Doctor? Доктор? Dr. Zibbert? Доктор Зиберт, Where are you? где же вы? What happened? Что случилось? Where is everybody? Где все? You're Angela. Ты Анджела. How? Но как? It's you. Это ты? You're in the shelter. Это ты была в убежище, когда... Oh God. О, боже, Эдвард. What happened to him? Что случилось с ним? Как Анджела попала вообще к нам в костюм? Его нет, по факту его нет, мы его стерли. Он в безопасности. Врать будем или нет? He's gone. Его нет. Gone where? Нет? Куда он ушел? Где он? Happening to me? Что со мной происходит? I don't know. Я не знаю. What's the last thing you Что remember? последнее ты помнишь? I ran. Я побежала. Ran out of the shelter. Выбежала из убежища. I was looking for Я my mom. искала мою маму. I went to the hospital. but I Я couldn't отправилась в find her. больницу, но ее там не было. Записки мы читали. I got sick. Я заболела. I got sick badly. Сильно заболела. Didn't find her. И я не нашла ее. I did Но find a я doctor. нашла доктора. He- Он... I- Я... I was Я искала лекарства. sure. I Я... did my best. Я старалась, я... Нет, нет. Wasn't me. Это была не я. Thoughts. Чьи все эти мысли? Angela, Энджела, I need you to reach out мне within нужно, your чтобы ты mind заглянула в свою and память и remember вспомнила. something. Воспоминания. Memory- Воспоминания, a memory that которое wasn't тебе не supposed to be принадлежит. yours.
A lot of things shouldn't be. Многое не должно было... Shouldn't have happened. Не должно было происходить. So many things. Я столько всего должна была сделать, и столько всего не должна была. Always trying to be. Всегда стараешься быть бескорыстной. Always the. Всегда эти долбаные последствия. Анджела, я знаю, но... I think you Мне кажется, в тебе воспоминания человека по имени доктор Дэвид Зиберт. Dr. David Zibbert. Доктор Дэвид Зиберт. Oh yeah, О, да. he's in here. Он здесь, с нами. I need to talk to him. Мне нужно поговорить с ним. I really wanted to help. Я очень хотел им помочь. I promised I would Я find- обещал, что найду ее. that I would find. Что я найду лекарство. David, Дэвид, you need to tell me мне what you've нужно, done чтобы with ты the сказал other мне, что ты traveler. сделал с другим путником. Гость. The visitor? Гость? You need to tell me how to Ты должен find сказать мне, как его найти. They were onto us. Они сами на нас He вышли. was not safe with Со мной он не был в безопасности. I had to hide him away. Мне пришлось его спрятать. Keep him secret. Держать его в тайне. Keep him secret. Беречь его. Was I wrong? Я ошибалась? An execution order was Отдали приказ на казнь. given. Kill them all. Убить их всех! Healthy. Здоровых и больных, Patients. пациентов и врачей. It didn't matter to Им them. было все равно. Angela, Энджела, Gabriel, Габриэль, all of them. все они. I tried to Я save as пытался many спасти patients как as I можно could, больше пациентов, но... but I was the one who took him. Но это я привел его. I was the one who drew Это the я murderers привел out. военных в больницу. So did I kill those Получается, это я убила всех этих людей? Ты делала все возможное, чтобы спасти его. Ты осталась с ними до конца. You stayed with Ты them осталась с ними to до the конца. people? I shouldn't have. Не нужно было. Never should have risked taking Не him out нужно from the было steel. рисковать и уводить его с металлургического завода. I remember. Я помню, у меня... Когда-то у меня была дочь. О, красивая маленькая девочка. Интересно, что с ней случилось? Angela, there's no time. Энджела, нет времени. Дэвид, скажи мне, где он? She has a different father now. У нее теперь другой отец. Bobby, please. Дэвид, прошу тебя, где он? Элиза. In the abbey on the В аббатстве на окраине города. It was the only place Это было they would единственное место, где они не стали искать. know. I needed to trust her. Мне нужно было довериться I ей. needed her. Мне нужна была ее помощь. My little girl. Моя маленькая девочка. My daughter. Моя дочь. Find her. Найди ее. I will, Я найду ее. but Но I have one more у question. меня есть еще один вопрос. Tell me Скажи, what exactly что happened именно in the произошло на металлургическом заводе? We let everything slip out of our Все hands. вышло из-под контроля. Мы We облажались. failed. As doctors, Как врачи облажались. as humans. Как люди облажались. Did we bring the thickness to Это the мы принесли болезнь в этот мир. I believe it was all. Мне кажется, она всегда была здесь. Поджидала момент. Can you make this all okay? Можешь все исправить. I'll try. Я попробую. Фух, это чересчур эмоционально.
Это было круто. Calculating coordinates. Вычисляю координаты и следующие цели для экстракции. Mother. Мать! Элиза? I'm back. Я вернулась. Отлично. Ты получила нужную информацию? It's possible. Похоже, последнее известное местонахождение исследователя Was an abbey on the outskirts было of в the city. аббатстве на окраине города. Sector A. Сектор А-25. The doctor entrusted him Доктор to доверял restore его своей Eliza. дочери, Элизе. She is my next target. Она моя следующая цель. Интересно. Окраины. Let me see. Ну-ка, дай-ка посмотреть. You'll have to use a different Тебе придется ехать туда другим трамваем. Во, это должно открыть другую станцию. Че такое? Какой-то адаптер еще один? What about you? А ты? Have you found anything? Ты нашел что-нибудь? Oh yes. О да, я нашел. I made a truly Я сделал поистине захватывающее открытие. Let's hear it. Расскажи. it appears this Похоже, наш блудный сын не просто обычный путник. traveler. А как? You see, to Понимаешь ли, назначение на роль исследователя is to serve означает быть ведущим для всех пробудившихся, чтобы выполнять миссию объединения. calling. It was up to them, И это именно он создает новые разломы для таких, как ты. you, those who drive Для тех, кто вбивает свой якорь в землю and tune it into them. и настраивает его на себя. But the pathfinder Но исследователи не пользовались такими примитивными инструментами. О, нет. with their Их легендарные реликвии делали их более могущественными, уникальными, бесценными, priceless. Independent. независимыми. Indeed, one might say, Именно так можно сказать. if we could harness Если бы мы могли использовать хоть малую часть этой силы, with his help, это помогло бы нам rebuild everything восстановить все, ourselves. даже нас самих. А что насчет терминала? We would be Да, мы могли бы подключиться к нему upload the essences и загрузить в него эссенции, которые you, преследуют тебя, сущности. save you, Мы могли бы спасти тебя, освободить тебя. И даже больше. doesn't that sound wonderful? Разве ты не находишь это прекрасным, путник? When we finally find Когда мы наконец-то его найдем, Are you sure? ты уверен, что он будет на нашей стороне? Where does this question Почему такой вопрос? I met his target. Я встречала его цель. He refused to Он extract отказался экстрагировать ее. Зибер это тип... А, нет, Веронику. Pathfinder Такие, как исследователи, не принимают импульсивных решений. actions must have been Его действия, скорее всего, были более обдуманными и целенаправленными, чем мы думаем. he knew Может, он знал что-то, чего мы пока не понимаем. or maybe Или, может, он he was просто simply affected by them, поддался их влиянию? like you. Как и ты. Пожалел людей? Чтобы быть хорошим путником, нужно следовать принципам призвания. but if Но если, посвятив себя этому, we focus мы больше сосредотачиваемся на выполнении приказов объединения, and truly help, чем на фактической помощи ему, maybe some rules, может, некоторые правила и нужно нарушать. maybe we need to Может, нам стоит прислушиваться к голосам тех, кого мы спасаем. such is our calling. Такова наша миссия. I promise you, Я обещаю тебе, this will give us это даст всем нам шанс начать все с чистого листа. you need to trust me. Ты должна просто доверять мне. Сможешь?
Я тебе не доверяю, у меня нет выбора. Ой, я тебе доверяю, у меня нет выбора. Ну, я думаю, что доверяю. I trust you. Я доверяю тебе. Как уничтожать несколько угроз? И как вас понимать? Во, вот эта пушка 3 метра длиной. Устанавливаю связь с филактерией. Мажец Марсель, ее сын. Скорость передвижения с прицеливанием немного увеличена. Знаешь, они вот разработчики хитро сделали. Они, получается, оторвали путнику башку, но при этом не показали, что внутри. Нам показывают только, что у путников есть кровь. То есть они все-таки человекоподобные существа или они все-таки люди? These look fresh. Эти рисунки выглядят свежими. Это путник плачет? И кто-то за стенкой. Но похож на... Может быть, это сироты? Ну, в смысле, вот эта вот сирота изображена. Какие-то руки, похожи на щупальца. Добраться на трамвае до аббатства. Я прибыла в сектор А-25. The tram won't go any further. Трамвай больше не поедет. Proceeding on foot. Продолжу путь к аббатству пешком. Только единение во Христе может дать нам укрытие во время бушующей бури. Церковь последних дней — твое убежище. Я знаю, это непрофессионально. Но иногда я боюсь, что сделал ошибку, притащив тебя сюда, говорит Зиберт. Because it's dangerous? Потому что это опасно? Дэвид, да ладно тебе, такое могло произойти где угодно. Да, хотя меня кое-что беспокоит. Почему оно хотело говорить именно с тобой? Подтверждение, кстати. Это он. Он. Он человек. А, она сказала не человек, личность. Она сказала нет. Да, прости, он не впервые здесь появляется, правда? Ты его знала еще до металлургического завода. Не так ли? David, Дэвид, I told you. я же говорила тебе. It's Лучше better тебе... Вероника, мне нужно знать. That was the moment. Да, тогда мы встретились. That doesn't mean we Но didn't это know не each значит, other что мы before. знали, что мы не знали друг друга раньше. Подожди, что за жоподробительный момент сейчас был? Во-первых, был кривой перевод. И, кстати, в прошлой серии тоже были моменты кривого перевода, которые пришлось зачитать, и уже не успела ничего исправить, потому что диалоги идут, и я не могу вставить слово. В общем, ладно, сейчас был перевод такой, смотри. Он говорит... Она говорит, he is a person. Person, то есть персона. Персона — это не обязательно human, не обязательно человек. То есть нам здесь переводчик перевел, что да, он человек, гость, то есть пришелец, то есть путник, действительно является человеком. Но это косяк перевода. В данном случае person — это персона. Личность, можно сказать. Но это точно нам не говорит о том, что это человек, именно как биологический вид. О, аномалия здесь мощная. The dive point must be inside. Точка погружения должна быть внутри нее. Внутри церкви. Это мы? Ну реально, мы подошли близко прям. Кто посмел?
Следовать координатам точки погружения для войти в место наших ордалий. А кто такие ордалии? Что вы там делаете? Еще один пройдоха. Еще одно отродье. That voice, Этот голос, from within. он шел не изнутри. It's not the essences. Это не сущности. Прими перелом. Пилигрим, выполняющий волю нечестивых. Это я, что ли? Нет, не пилигрим, нет. Путник. Ведь именно этим ты себя считаешь. Ну да, я считаю себя путником, а что в этом такого? Это незаконно как-то? Вот из этих маленьких. Ты лжепророк? Или, может, ты зверь? Кто из вас заставил нас взглянуть ему в лицо и испугаться? Как черви, которыми мы стали. Мы в стенах, в земле, в воздухе, которым ты дышишь. Что ты пытаешься здесь найти? Надежду? Все, что осталось здесь, превратилось в свою же противоположность. Ты видишь то же, что вижу я? Ты здесь, чтобы воссоединиться с остальными? Нет. Нет, это другой. Мы можем это чувствовать. Что за богохульство они сотворили с тобой, дитя? Неужели высокомерие падших исказило не только твое тело, но и разум? Путник опять помер. Ты думаешь, тебя тоже послали? Не так ли? Нет, Пилигрим. Нет. Ты была рождена. Да. А потом тебя переделали. Тебя обманули. Как и нас. Мы те, кто увидел свет и не пошел на него. Мы те, кто отверг дары ложного бога. Те, кто отказался присоединяться к демону. Объединение. Легион. Здесь, знаешь, ситуация все страннее и страннее. Это вот как? Вот это жуть. Это... Так это реально руки путника. Но внутри похоже как бы на кость. Насчет мышц не знаю, но как будто кость в середине есть. Он должен был проложить путь. Предатель. Падший посланник. Падшие отродья. Ангел, предавший свое призвание. Как смеешь ты думать, что сможешь исправить судьбу человека? Как обычно, недуг. Капец, опять путник. Да вы что, шутите, что ли? Сколько их здесь погибло? Сейчас посмотрим, не понимаю. Дробовик — это молот, это не должен быть дробовик. Дробовик у нас уже был. Вау! Why
Почему ты продолжаешь сюда ходить? Твоя мать. She liked it here. Ей нравилось здесь. I should have come. Мне следовало чаще бывать здесь с ней. О, да как ты смеешь? Твое знахарство лишь заставило ее страдать. И может быть именно поэтому я просто должен спасти как можно больше жизней. But I can't. Но я не могу сделать это самостоятельно. We're still family. Мы все еще семья. Sarah, Сара, вам лучше уйти. Доктор, please. прошу тебя, вернись домой. Я и есть дома. Сколько путников здесь погибло? Это третий, наверное, которого мы уже встречаем. Устанавливаю связь с филактерией. Мажец Кшиштов. Сущность получил субъект ND-2544. Мажец Кшиштов. Это получается... Зацени, как разрабы сделали. Мы свои филактерии сможем собрать сразу же. Марселя Мажеца, его маму Лидию и его папу Кшиштофа. Ну и все. По сути, мы должны сейчас... Я знаю, почему ты оскверняешь этот проклятый порог своими стопами. Мне явилось это откровение, Пилигрим. Я знаю, почему ты будешь проклятых от их вечного сна. Сна боли и лихорадки. Твои старания тщетны и бессмысленно, ибо речи его яд, а мысли заговор. Убирайся! Он теперь наш. Он терновый венец на наших головах. Он гвозди в наших запястьях. Это что-то с руками, что ли? Там еще один путник, это уже четвертый. Зачем тебе нужен этот древний гниющий труп? Этот ложный вестник. Этот жалкий заклинатель, говорит мать Элиза. Тот, кто пал пред людьми. Падший пророк. Мне нужен этот путник. Отойди, или я буду стрелять. Мы этого больше не боимся. Что за жуть? Мы предупреждали тебя, Пилигрим. Теперь ты присоединишься к нам в нашем вечном бдении. Смотри на наше тело, Пилигрим. Фу, Пилигрим. На нашу паству. Жесть! Отец, прости меня. Отпусти мои грехи. Я чувствую... Он с тобой? Мой отец сейчас с тобой? Это как бы остатки разума в этом чудовище, остатки личности Элизы. Спрашивают, здесь ли доктор Зиберт. Да, он здесь. Мне очень хотелось ему бы сказать. Сказать бы ему. Мы оба ошибались. Мы просто попусту тратили время друг с другом. Я очень сожалею об этом. Бог дает мне еще один шанс, чтобы встретиться с ним. Мой настоящий Бог, а не эта тварь. В этот раз я не побоюсь. И я не буду сомневаться. Я
Не отступлю. Я готова. Я вверяю себя в руки твои. Find her. Я нашла исследователя. А чё, он помер или он живой? А, у него шлем другой, как у смотрителя. Is Он gone. мертв. Это плохо. What? Что? ND F077. Warden? Смотритель. No. Он знал об этом? Why haven't you told me? Почему он мне не сказал? А что не сказал-то? ND F077. Predecessors travel. Открываю журнал предшественника. Attempting data salvage. Пытаюсь восстановить данные. Your last target. Твоя последняя цель? Veronica Kaminsky. Вероника Каминска. Ну, это мы как бы знаем. Вероника нам говорила, что она была его целью. Did you stop because of her? Это из-за нее ты остановился. Ну, посидеть, отдохнуть надо, я считаю. А чё ей, что ей в номере не понравилось-то? Почему ее так напрягло это? Какой она номер увидела у исследователя? There's something more. Есть что-то еще? A message. Тут сообщение. This is a warning. Это предупреждение. I am leaving. Я ухожу, Longer believe. потому что больше не верю в истинность призвания. Что? Maybe it is to Может быть, мне не стоило сближаться с людьми. but when I did, Но когда я это сделал, discovered what я узнал, кем они были на самом деле. so И поэтому я не думаю, что наша работа помогает им стать лучше. they are perfect now. Их неидеальность делает их идеальными. Это факт. Они полны надежды, непоколебимы, талантливые. И они сами решают свою судьбу. В отличие от путников, I won't let them be. именно поэтому я не позволю им стать шестеренками машины, которая лишает их человечности. And above all, И самое главное, I can't let anyone я никому не позволю забрать ее, for she was the only потому что только она смогла увидеть во мне одного из них. fortunately. К счастью, я думаю, что нашел способ все остановить. It all. No more extraction. Больше никаких экстракций, No more awakenings. никаких пробуждений. But for those who are still Но для there, тех, кто все еще здесь, somehow you are there. если вы все еще здесь каким-то образом, Do not follow ни за кем не идите, in the collective. не доверяйте объединению. All that matters Для объединения важно только одно — утолить собственный голод. Что это значит? You just wanted Ты просто to protect хотел people. защитить людей? Protect her. Защитить ее? Веронику? That's all there is to it. И это все.
I'll do some explanations. Но мы еще не все поняли. Let's get you back to the terminal. Давай вернем тебя к терминалу. Может ли то, что записал исследователь в своем сообщении? Да ладно. Отнести тело исследователя обратно к терминалу. Патроны, которые лежат в церкви. РИП. Просто РИП. До свидания, патроны. Мы вас никогда больше не увидим. Ну, кстати, на трамвае вот везти обратно. Только как трамвай развернуть? А трамвай едет в обе стороны? Это навряд ли. What happened here? Что произошло здесь? Это валяются эти сироты. Ну, в смысле, вот наши враги обычные. Смотритель? О, нет. Опять? Ладно. Я в порядке. Тут перестрелка была, что ли, какая? Смотритель? Где ты? С возвращением, исследователь. Что? Найти смотрителя, выяснить, что за дверью. Ты помнишь? Ты вообще знал, что ты был исследователем? Что это за место? Что за этой дверью? Опять скримеры. Тьма. Здесь только тьма, говорит Вероника. Ты меня слышишь? Говорит Вероника. Это все твоих рук дело? Или его? Почему? Зачем все это с ними делать? Что за жесть? Их тут несколько десятков, наверное. Тут несколько десятков путников. Вероника говорит, здесь так холодно. Пожалуйста, останови это, говорит Вероника. А ты чё? Что с нами случилось? Я ведь была твоей подругой. Или твоим другом, кстати. Я не знаю, может, перевели неправильно. Стой! Пожалуйста, остановись! Это я! Это я! Испытание номер 320. Внедрение сущности выполнено успешно. Знак, смотри, знак. Протокол Лазарь выполнен успешно. Путник ND-3576 активирован. Внедрение сущности. Лазарь? Что происходит? Бомбит просто. Это... Конечно. Ты... Это Вероника, офигеть. Что за жуть? Кто что понял?
Вот эти вставки классно они сделали. Типа Вероника сейчас была такая механическая. С возвращением, исследователь. Нет! Что ты наделала? Как только я подумал, что мы начинаем чего-то добиваться, как только ты начала все понимать, ты все испортила. Ты чудовище. Чудовище? Да это ты сделал меня такой. Зачем? Зачем ты меня такой сделал? Потому что она никогда бы не сдалась. Что? Она пыталась бы спасти человечество любой ценой. И тебе предстояло стать тем, что от него осталось. Потому что ее сущность... Нет, ее душа продолжила бы жить. В тебе. Как ты смеешь называть это жизнью? Я даже не знаю, кто я. Ты... Не она. А призвание? Все это было ложью. Снова ты со своим призванием. Ты что, правда думала, что спасаешь их? Мне просто нужно было чем-то заменить поврежденные блоки в ее матрице памяти. Так что я использовал для этого поведенческое ядро путников, и... Я заполнил пустоты тем, чем я когда-то был. Я знал, что она изменится. Знал, но... Я все еще надеялся, что она останется самой собой. Но как же я ошибался? Вместо этого я остался с тобой. Тем, кем я когда-то отказался быть. Почему? Почему ты не сказал мне, кто я? Кем я была раньше? Я думал, что дарю тебе самый человечный подарок. Я думал, ты проснешься, освободившись от оков прошлого. Что ты станешь новым человеком в этом новом будущем. Что эта новая страница жизни станет твоей. Я хотел освободить тебя. А вместо этого ты выбрала служить. Но у тебя это хорошо получается. Тем не менее, у меня все еще есть шанс начать все сначала. И на этот раз я все сделаю правильно. Что ты делаешь? Исправляю. Нет! Что только что было? Сейчас меня пробомбит немножко. Вероника говорит, слушаю. Ты в опасности. Это ты. Но как ты? Похоже, наконец-то настал момент
которого я так боялся. Я не знаю, как это произошло. Я думал, что мое присутствие в прошлом сдерживает пробуждение моего преемника. Но, увы, я почувствовал присутствие. Один из нас появился в этой временной линии. Он, наверное, захочет заменить меня и продолжить выполнять призвание. Я могу лишь отключиться, чтобы выиграть немного времени. Тогда они меня так просто не найдут. Подожди, нет. Нет, не делай этого. Это происходит, Вероника. Никому из них не доверяй. Они даже не станут колебаться. Они не я. Для них ты следующая цель. Если судьба позволит, даст нам шанс, то мы снова встретимся. Но прямо сейчас наши пути должны разойтись. Стой, мы все еще можем что-нибудь придумать. Прощай. Алло? Алло? Прошу, не бросай меня. Жуть просто! Так он все-таки просто отключен был, получается, он не помер. Что же ты наделал? Какие-то гигантские аномалии? Я отвлеклась на телефон, потому что у меня пылесос включился опять. Опять сам включился, просто и поехал. Я услышала, что он тут ездит. Это вообще классно выглядит. Я знаю их. Когда-то они были моими друзьями, говорит Вероника. Но мы все ближе подбираемся к этому зданию. Он здесь чем-то занимается. Давай. Он это заслуживает. Давай. Не бойся. Этому невозможно противостоять. Так будет лучше. Во, вот это красивая картинка. Смотри. А, ну все, теперь мы точно заходим. Вот и все. Должно быть, он где-то рядом. Да ладно. Но почему ты не можешь просто отпустить? Вероника, ему нельзя доверять, он опасен. Я не знаю, что он задумал, но... И ты не можешь ему верить, когда он говорит, что хочет спасти человечество. Он заботится только о тебе. И он причинит тебе боль. Он бы не стал. Я это видела. Она видела, как он ее превратил в какого-то получеловека, полумашину. Я не понимаю. Тебе лучше перестать сопротивляться, чем причинять себе еще больше страданий. То есть... Ты хочешь сказать, что мне нужно просто сдаться? Мне просто нужно выбрать смерть? Ты это хочешь сказать? Нет, но то, что он собирается с тобой сделать,
Это... Listen, Слушай, he told me that он сказал мне, что ты придешь за ним. that the collective would punish Объединение накажет за его непослушание. Я не я не из объединения. Я не такая, как он. So, who are you then? И что? Тогда кто ты? Я... Это ты. Ты даже близко не она. Я не позволю тебе сделать с ней то, что ты сделал со мной. Я не... Я не позволю, обещаю, клянусь. Нет, тебе нужно остановить это прямо сейчас. Не стой на моем пути. Он реально как поехавший получается? Все почти готово. Нам осталось только открыть для нее разлом. Мы отправимся в то время, когда технологии объединения все еще работали. А потом... Тогда все станет возможным. Разве ты не отрекся от них? Отрекся. Но я никогда не просил воздаяния. До этого времени. Это безумие. Все, что ты делаешь, приведет к тому, чего ты избегаешь. Я сделаю то, что я должен. Че у него за серп мощный? Серьезно? Пора исправить ошибки прошлого. Ты гордишься собой, маленький путник? Неужели? Прошу, дай мне попробовать. У нас все еще есть надежда. Прости, но я не могу. Я знаю, что я причинил тебе боль. Но в этот раз я все сделаю правильно. Просто дай мне шанс попытаться все исправить. Прости меня. Нет. Stop! Please! Стой, пожалуйста! Поверь мне, лучше, чтобы это закончилось прямо сейчас. Говорю же, то, чем он здесь занимается, не спасет человечество. It's fine. Неважно. Что? Maybe not now. Может, не сейчас. Maybe not in this Может быть, и time. не в этом времени. But there are. Но возможность все еще есть. There have to be. Они должны быть. Откуда такая уверенность? No. Я знаю, Been. что тебе пришлось через многое пройти. And I believe you И я when верю you тебе, say когда ты who you говоришь, are. кто ты. But I also believe И я верю, что ты когда-то была мной. and I don't want to give up. И я сейчас не хочу сдаваться. Not when he came back. Не тогда, когда он вернулся. Not when we can try again. Не тогда, когда мы можем попытаться снова. Он не тот, кого ты помнишь. Он тот, кто хочет помочь мне. Он друг.
Он, это яд. Veronica, Вероника, please. я прошу тебя. I want to have Я хочу, чтобы у меня было будущее. whatever it may be. Какое угодно. No. You are Нет, going to ты будешь страдать. That is your future. Это твое будущее. But without it, Но без него у нас we не don't будет even have даже a flicker. искры надежды. Please, Пожалуйста, I want this. я хочу этого. Thank you. Спасибо. I am sorry for Прости меня за все. Вероника. После титров. Какой был номер, я пропустила? Сбой процедуры погружения. Матрица памяти повреждена. Поиск последней доступной резервной копии памяти. Ошибка. Восстановление памяти от 21.12.81 успешно. Перезагрузка системы. Перезагрузка. Все уже, ку-ку. — 81-й это типа год, в котором, когда телепортируемся назад, это вот тот год, 81-й. Это F что-то там 77 или какой? Я просто пропустила. Вероника? Нет. Как? Я не могу тебя так оставить. Она мутирует, что ли? Это единственный путь. Другого выбора нет. Ты должна понять. Я прошу тебя. Я могу это исправить. И я исправлю это. О, видишь, какой скин модный? Если убить смотрителя. Нет. Why? Зачем? Why would you even care? Зачем тебе вообще все это? I am your past, damn it. Я твое прошлое, чтоб тебя. You could just go Ты home могла бы просто уйти and be free. и обрести свободу. Я свободна.
Теперь она может управлять временем, получается. Ну, типа, сделать эти разломы. Мы все свободны. А что с ней такое? Как понимать, что путник упал? Эдвард! Эдвард, открой дверь! Вишневский, что ли? Открой! Пожалуйста! О, слава богу! Вероника? Ты в порядке? Все в порядке, что происходит? Я просто не хотела оставаться одна. Концовка С секретная. Начать сначала. Третий выбор после финальной драки. Я не могу позволить тебе это сделать. Ее нужно спасти. Зачем тебе вообще все это? Я твое прошлое, чтоб тебя. Ты могла бы просто уйти. И обрести свободу. Что? Это уже случалось. Это происходит снова. Каким-то образом оно всегда заканчивается здесь. Может, тебе стоит сбросить все свои шрамы? И самое главное, бросить меня. Я тебя не брошу. Все хорошо, Вероника. Возможно, она права. Иди, забери ее. Шанс все еще есть. Для вас обеих. Думаешь, получится? Ты никогда не сдаешься. Ты справишься. Почему она секретная? Тут какие-то надо выполнить задания по ходу игры. Может, там определенную филактерию собрать. Кстати, какие-то критерии секретной концовки, непонятно. Типа, наверняка здесь недостаточно просто перепройти босс-файт. Последний. Потому что филактерия по-любому должна на что-то влиять. Ну, хотя это не точно, я не знаю. Я не копатель в играх. Вероника из прошлого, Вероника из будущего. Уехали, ушли. Прости меня за все, Вероника. Добро пожаловать, Вероника. Время пришло. Слушай волю тех, кто не заговорит. И если инструменты не хотят, они захотят. Их воля будет признана ошибкой. И ошибка эта будет устранена. Вот и все. Все сказано.
Послание тем, кого отправили сюда после меня. Если вам поручили найти цель, которая находится в секторе A0 или в любом другом секторе рядом с больницей Единства, вы не справитесь. Поэтому я перекрываю туда путь. Шансы пробраться туда почти нулевые. Ресурсов крайне мало. Подумайте о других способах быть полезными призванию. Такова наша миссия. Сироты становятся сильнее, когда сливаются. Рекомендуется действовать с максимальной эффективностью. Настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Такова наша миссия. Как и большинство твердых органических веществ, таких как дерево или биологическая материя, тела сирот подвержены быстрому окислению. Мои наблюдения также показывают, что сжигание — это эффективный способ избавляться от органических скоплений, которые я называю биомассой. Панцирь поврежден. Я столкнулся с ранее невиданным сиротой. Оно было в состоянии подавленного переслияния. Это может быть связано с сильным воздействием временной аномалии. Я отступаю в центр. Если я не справлюсь, то постараюсь прекратить свое функционирование в месте, где меня будет легко найти. Огонь. Оно было уязвимо к огню. Такова наша миссия. Я основал аванпост для будущих путников. Его местоположение легко найти, но по моим подсчетам погружение перенесло меня в момент незадолго до конца третьей фазы человечества. Здесь скоро станет совсем безлюдно. Идеально для прокладывания пути. Я хочу построить здесь еще несколько сооружений. Они станут убежищем для преемников. Такова наша миссия. Время меняет меня снова и снова. Я не против, но это усложняет мою работу. Мои мысли все больше и больше запутываются. Детали размываются. Скорее всего, мои создатели не предполагали такую долгую работу моих мыслительных компонентов. Я больше не держу зла. Я это перерос. Не думаю, что это будет большим богохульством, если я скажу, что время, должно быть, повлияло на мой разум. Экстракция цели прошла успешно, но при возвращении возникла серьезная проблема. Я подозреваю, что из-за пробоины в моем панцире аномалия ухудшила мои жизненные показатели. У меня серьезные помехи в восприятии. Они яркие, ощутимые и находятся в реальном мире. Я попробую добраться до терминала и выполнить процедуру вознесения. Если я не справлюсь, кто-то закончит мою работу. Такова наша миссия. Я до сих пор восхищаюсь тем, как устроены люди. Их разум разлагается вместе с их телом. Одновременно, как будто... И вот, когда близится конец, он может быть спокойным и мирным, обезболенные и умиротворенные химией своего разлагающегося разума. Чудесный замысел, невероятно вдохновляющий. Все, что меня ждет, это холодная клетка моего собственного механизма, которая сковывает меня с каждым днем только сильнее. И потом, наверное, пустота. Может ли гражданка подтвердить, что ее зовут Вероника Каминска, год рождения 1948? Доктор Вероника Каминска. Что происходит? Почему я здесь? Меня что, арестовывают? Доктор, вы здесь потому что... Ситуация на металлургическом заводе изменилась. Мы завладели определенным объектом. Объектом? Здесь
Кот? База данных обновлена. Боровка. Боровка — это котик? Для меня? Мяу. Еще один. Cat. Привет, кот. Кэрол. Such is our calling. Такова наша миссия. Такой вообще. Kitty, kitty, Кити-кити, иди ко мне. be scared. Хороший кот, не бойся. Meow on me. Что это ты на меня мяукаешь? Pet you. Как же мне хочется тебя погладить. Можно? Здравствуй, Меу. Ой, это не черный. I am traveler ND. Я путник ND 3576. It is nice to meet. Приятно познакомиться с тобой. Хаос укращен, скоро все вернется на круги своя. В своем последнем обращении к народу генерал Войцех Ярузельский заверил, что кризис, затронувший множество польских городов, взят под контроль. Министерство обороны успешно завершило операцию по стабилизации ситуации по всей стране, и благодаря оперативному вмешательству военных распространение чужеродного вируса было остановлено. Ну тут типа ковид, да? Ковид, который ослепляет людей. Не обоняние им убирают. Генерал Ярузельский призвал жителей закрытых на карантин городов не падать духом и соблюдать установленные ограничения. Он также объявил о планах создать специальную комиссию по определению источника этой широко распространившейся чужеродной болезни. Худший враг – успех нашей милиции. Комиссар Михаил Рыбак и его отделение доложили о значительном прогрессе в расследовании по делу о растущем числе пропавших без вести людей. Мы должны оставаться терпеливыми и избегать паники любой ценой. Страх – это наш главный враг в этом кризисе. Среди хаоса, захлестнувшего наши улицы, человек может слишком легко потеряться. К счастью, усилия военных по стабилизации ситуации помогают нам поддерживать порядок и безопасность. Комиссар обещает, скоро мы вернем ваших близких домой. Вирус не дремлет, собираясь в группы, вы помогаете распространять болезнь. Карантин объединяет. Министерство обороны призывает всех граждан игнорировать дезинформацию, распространяемую западной разведкой. Карантин, введенный в городах Польской Народной Республики, единственное эффективное средство в борьбе с распространением вируса до тех пор, пока не появится вакцина. Запрет въезда в наши города и передвижения по ним необходим для того, чтобы остановить зараженных людей от безответственного или неосознанного распространения болезни. 1981 год навсегда запомнится как великое испытание для нашего народа на стойкость и верность, заявляет министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Добруцкий. При этом власти Народной Республики заверяют, карантин укрепляет нашу волю во время катастрофы, обрушившейся на нашу страну. История Новой Зари. Для Польши конец 1949 года стал зарождением Новой Зари. Тогда началось строительство первых муниципальных зданий этого города будущего. Здесь собрались лучшие и ярчайшие умы нации, чтобы воздвигнуть лучезарный символ триумфа социализма. В центре этого города будущего происходило строительство крупнейшего промышленного комплекса страны – металлургического завода «Новая Заря». Он воплотил в себе человеческие амбиции и объединенные усилия. Металлургический завод вскоре стал гордостью всей польской нации. Строители этого грандиозного проекта трудились с небывалым энтузиазмом, создавая неповторимую систему лидерства, ставшую всеобщим вдохновением. Эти передовики труда, ведомые чувством цели и выдающимся мастерством, стали живыми воплощениями идеала социалистического человека, преданного делу, могучего духом и непоколебимого в своей верности коллективу. Среди этих героев выделяется одно имя – Роман Барыка. Он вошел в историю благодаря своим выдающимся достижениям. 21 июня 1950 года Барыка со своей бригадой добился невероятного. Они установили впечатляющий рекорд, уложив 19 тысяч кирпичей всего за один день. Возводились современные дома, которые привлекали смелых юношей и девушек со всех уголков Польши. Эти первопроходцы ехали сюда не только строить, но и создавать новую жизнь в обществе, призванном удовлетворить все потребности своих граждан. Новая Заря стала не просто городом, а сияющим маяком надежды, где семьи могли процветать и воспитывать своих детей в духе истинного социализма. Сама идея создания подземной станции считается одним из наиболее амбициозных урбанистических проектов не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Лучшие польские и российские инженеры трудились более 30 лет, чтобы наконец предоставить самую передовую транспортную систему новой эры.
Эта воистину бесконечная сеть взаимосвязанных туннелей позволяет жителям Новой Зари менее чем за 10 минут добираться с одного конца города в другой. Благодаря стараниям талантливой команды архитекторов, дорога на работу больше не ассоциируется с монотонностью и скукой, ведь вся станция превратилась буквально в художественную галерею. Богатые декорации и потрясающие мозаики на стенах превращают обычную ежедневную поездку в глубокое знакомство с культурным наследием. На общем фоне особенно выделяются работы Энтони Сурмы. Его вдохновляющие монументальные скульптуры – это лучшее, что может предложить социалистический реализм. Граждане, объявлен бессрочный карантин. Любые несанкционированные попытки покинуть город будут сурово караться. Жители Новой Зари, не покидайте свой дом, не эвакуируйтесь без указаний. Карантин все еще действует. Ждите дальнейших указаний. Сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и не сдавайтесь. А что если? Иногда я задумываюсь, как бы сложилась моя жизнь, если бы я покинула Новую Зарю. Я знаю, это невозможно. Кто бы тогда заботился о маме? Но иногда я представляю, что живу на Западе или где-нибудь еще. Габриэлю и Веронике так повезло. Я слышала, Вэ переехала в Москву. Теперь она какая-то важная ученая шишка. А я? Если так подумать, из всей нашей старой компании у меня остался только Эдвард. Мне нужно прекратить думать об этом, иначе снова расплачусь. Незнакомый друг. Теперь все будто избегают его, но я уверена, что прежний Эдвард все еще там. Тот застенчивый весельчак Эдвард, которого я когда-то знала. Мы вспомнили былые времена. На мгновение он даже улыбнулся, но затем снова погрузился в себя. Не думаю, что он осознает, как безумно выглядит. Может, продолжив его изучать, я смогу помочь ему? Может, я смогу остановить его, чтобы он не навредил другим? Он изменился. Что-то пробралось в мозг Эдварда. Это единственное объяснение его безумных теорий. Сначала я думала, что он шутит, но он, похоже, и правда в это верит. Я не знаю, бояться мне или волноваться, но мне становится уже не по себе от него. Я просила его остановиться, но это, кажется, только все усугубило. Он не тот Эдвард, которого я знала. Может, это место на него так действует? Боюсь, что он скоро совершит что-то опасное. Колодец Ватт. Говорят, что в последние месяцы советские ученые сделали жуткое открытие. На спорном проекте по бурению самой глубокой скважины в истории под руководством некого господина Азакова случилась авария со смертельным исходом. Когда бур достиг глубины чуть больше 14 километров, он внезапно остановился и начал плавиться, став причиной взрыва, который убил большинство присутствующих там людей. Это, кстати, сюжет Фростпанка, дополнение там какого-то там, когда они строили генератор. Хотя коммунистические власти пытаются отрицать инцидент, немногие выжившие ученые открыто рассказывают о нем. Они также утверждают, что слышали доносившиеся из глубины скважины душераздирающие крики боли. Неужели они и правда пробурили колодец Ватт? Вырезка из газеты 1954-го. Загадочное убийство в одном из районов Новой Зари. Через несколько дней после того, как жена Юзефа К. сообщила о пропаже мужа, его тело нашли в подвале дома, где он проживал. Сначала предполагалось, что он умер от естественных причин, но странные следы вокруг головы умершего говорят о том, что это могло быть убийство. Тело мужчины было обнаружено 2 детьми. К сожалению, из-за их юного возраста милиция не смогла собрать показания, которые помогли бы делу. Обоих детей оставили под наблюдением психолога. Откройте глаза, независимое издание «Револт». С каждым днем все больше и больше людей исчезает с улиц. Они будут пытаться убеждать всех в том, что это какая-то загадочная хворь, неизвестная ранее болезнь. Но мы знаем правду, мы знаем, что они сделали. Откройте глаза. Ни в коем случае не ходите в больницу или в эти их лагеря смерти, которые они называют временными лечебницами. Не соглашайтесь ни на какие уколы и не принимайте никаких медикаментов, которые правительство вам предлагает. Не позволяйте им вас обманывать. Новое начало. Все идет точно так, как я предсказал. Я должен действовать быстро. Дорабатываю последние детали и готовлюсь к моменту, когда этот проклятый мир запылает синим пламенем. Эти чертовы лицемеры пожалеют, что не присоединились ко мне, когда было еще время. Когда еще было время. Их существование бесполезно. Меня от них просто тошнит. Только она мне нужна. Именно ради нее я все это делаю. Когда она присоединится ко мне, она оценит мой поступок по достоинству. Мы начнем все сначала. Мир заслуживает происходящее. Какие же мы мерзкие, безмозглые клоуны.
Все думают только о том, как бы пожрать, потрахаться и заработать деньги. Мы не заслуживаем жить. Мне даже не жалко тех, кто бежит от правды. Пусть они сдохнут, все они. У человечества был шанс, но оно его просрало. Мы превратились в дерьмо, а роль дерьма стать удобрением для новой жизни. Так и должно быть. Настало время смыть дерьмо в унитаз истории. А ничего, что это мы нарисованы? Ну, путники вот эти. Исчезновение в горах. Группа туристов была объявлена пропавшей без вести после жуткой находки в театрах. В театрах? А, так не в театрах, в Татрах. В театрах. В прошлую пятницу молодая пара из Кракова наткнулась на заброшенный лагерь возле пещеры Зимна. Они заметили разгромленные палатки, которые были разрезаны изнутри. Они также нашли одежду, разбросанную по всему лагерю, и, что самое пугающее, следы крови на снегу. После того, как они сообщили об этом в органы, место лагеря и туристическую тропу закрыли. Поиски продолжаются. А, это интерпретация этой истории группы Дятлова, что ли? Помните, когда звучит сирена, вы должны остановить свои дела, сохранять спокойствие и идти к выходу. Остановите свои дела, сохраните спокойствие и идите к выходу. Пройдите к ближайшему укрытию экстренного сбора. Если бы я мог почувствовать холод, тосковал ли бы я по теплу? Или моя тоска более пустая и электронная? Увидев шипы, боялся бы я к ним прикоснуться? Или мой страх был заранее прописан в моих схемах, которые гудят, предупреждая: избегай близости? Если я буду стимулировать эмоции, смогу ли я приблизиться к пониманию их сущности? Что за сумасшедший дом? Я знаю, что скорее всего сгорю в аду за то, что собираюсь написать, но иногда я бы хотела, чтобы моя мама... Нет, это неправильно. Она посвятила мне столько лет своей жизни, и если бы она не потеряла зрение в той аварии, то, наверное, до сих пор это делала бы. А теперь я должна о ней заботиться. Как иронично. Я ужасная дочь. Я добрался до завода в секторе B1 и нашел разлом времени. Добраться туда у меня не получается. Я должен как следует экипироваться, чтобы идти дальше. Рядом есть аванпост, который построили те, кто был здесь до меня. Он находится в главном пункте управления. Может, там мне удастся найти решение. Что-то, что поможет мне добраться до точки погружения и приступить к экстракции. Такова наша миссия. Вероника, хочу еще раз сказать, как сильно я горжусь тобой. Или Вероника, он говорит Вероника вообще. Как только ты пришла ко мне, я понял, насколько ты особенная ученица. Но я не думал, что буду работать с таким профессионалом. Кстати, говорит доктор Зиберт. Ха. Прости меня, просто очень рад снова видеть тебя. В эти непростые времена. Увидимся завтра. Ты там держись. Доктор Зиберт, даже те, кто находится в изоляции, начинают меняться. Нам нужно провести тщательные лабораторные исследования их тел. Пережившие первые стадии болезни, они сливаются друг с другом. Такое ощущение, что их клетки пытаются создать некий прямой симбиоз. Но это нечто большее. Это что-то вроде эволюционировавшего метабионта. Биологическое существо, состоящее из других существ. Науке известны такие случаи. Но только среди мхов, лишайников и грибов. Но не людей. Эта биомасса сливается в какой-то биосимбионт. Доктор Зиберт, я никогда раньше с таким не сталкивался. Болезнь настолько странная, что ее невозможно классифицировать по общепринятым стандартам. Вся информация, которую мы собрали на ранних этапах анализа, указывала на то, что это вирус. Но эта болезнь не ведет себя как вирус. Мы не знаем, как она передается. Мы не знаем, как происходит мутация.
Она как будто пришла из мира, где действуют другие биологические законы. Или точнее, ее принесли оттуда. Он должен быть ответом. Запись разговора номер 17. Субъекту с трудом дается внятная речь. Мне кажется, что его... Доктор, вы здесь не для того, чтобы строить догадки о состоянии субъекта. Хотите спуститься сюда и сами все сделать, сержант? Вы забываетесь, доктор. Пожалуйста, помоги мне, не усложняй еще больше. Не усложняй все еще больше. Что ты ожидаешь от меня? Это говорит сам субъект. Тебе нужно отвечать на вопросы. Задай их. Что это за болезнь? Как нам ее остановить? Остановить невозможно. То, что уже случилось, не изменить. Тогда почему ты здесь? Твоему миру настает конец. Да уж, я заметила. И какую роль ты в этом играешь? Какова твоя миссия? Мое призвание. Да, в чем смысл всего этого? Ты пришел спасти людей? Или навредить нам всем? Я тоже хотел бы это узнать. Похоже на то, как будто она с путником разговаривает. Это путник, я как так и думала. Его что, поймали? Почему он позволил этому случиться? Габриэль, я уже говорил тебе, мы с группой рабочих спустились на подземный уровень. Ниже главной печи, в поисках пропавших. Хватит болтать о рабочих, товарищ Барыка, просто отвечайте на вопросы. Что вы там видели? Оно было ужасным. Их тела, они... Их кожа, их конечности... Они будто слились друг с другом. Это что, ждет всех зараженных? Отвечай на вопросы, Барыка. Что еще ты видел? Там было что-то... Какая-то фигура. Стальная, как будто в доспехах. Он говорил со мной. Что он сказал? Приведи ее ко мне. Призываем не волноваться всех, кто беспокоится о своих близких в зоне карантина металлургического завода. Заверяем вас, о них хорошо заботятся. Карантин – это лишь мера предосторожности. Вы скоро воссоединитесь со своими родными. 14 сентября 81-го. Мне удалось пробраться к рабочим. Они понимают, что мое присутствие может помочь в их борьбе, поэтому без проблем приняли меня как одного из своих. Они хотят делиться со мной информацией и даже просто поговорить. Некоторые даже заставляют меня все записывать. Они хорошие люди, но сбиты с толку. Они заперты здесь уже почти месяц, а карантин все не кончается. И никаких объяснений тоже нет. Власти, похоже, не обращают внимания на их просьбы и протесты. Они говорят, что рабочим запрещается покидать завод из-за карантина и ради их же блага. Но мне кажется, здесь происходит что-то гораздо более зловещее. Люди просто так не исчезают. Вниманию всех оперативных офицеров. Из-за растущей напряженности между нашими силами и рабочими приказано выполнить следующие требования рабочих. Разрешить гражданину Барыке спуститься под главную печь в поисках пропавших членов коллектива. Разрешить еще 2 добровольцам присоединиться к нему в поисковых работах. Усилить наблюдение за вышеупомянутым гражданином. Не упускать его из виду. Примечание. Нельзя допускать, чтобы здесь произошел бунт. Мы должны идти на уступки. Мы на их стороне и желаем им добра. Офицер разведки Мартин Джелла. — 12 октября 81-го. Похоже, карантин на всем металлургическом заводе еще больше ужесточается. Сложно судить изнутри, но другие говорят, что вокруг завода собирается все больше войск.
Здесь нам нужны врачи, а не солдаты, черт возьми. Нам запрещают покидать наше помещение. Они не хотят, чтобы мы видели, что они там творят. Знающие люди говорят, что военные здесь что-то нашли. Некоторые даже говорят, что это источник этой гребаной болезни. Якобы Габриэль с 2 мужчинами спустились под главную печь в поисках пропавших рабочих, где они это и увидели. Надеюсь, он не заразился. Проект «Серафим». Вниманию всех оперативных офицеров. Вы должны немедленно ознакомиться с деталями проекта «Серафим» и следовать его протоколу. Возложенные на вас обязанности должны быть выполнены немедленно. Перевести всех рабочих в карантинную зону. Сообщить всем, что карантин уже достиг самого критического уровня. Выдать указанному в протоколе медперсоналу соответствующие пропуски и сопроводить в зону С. Вы должны сотрудничать с ними, но при этом следить, чтобы их действия не выходили за рамки протокола. Старший офицер Себастьян Джик. 10 ноября 81-го Габриэль исчез. Напоминаю, что от первой экстрагированной сущности, которую зовут Эдвард Вишневский, мы узнали то, что Эдвард Вишневский общался и был как-то связан с Артуром, давай говорить не с Артуром, а с Артуром Барыкой. Артур Барыка – это рабочий металлургического завода, который, судя по тем запискам, которые мы нашли в прошлой серии, у него есть брат, его зовут Габриэль, то есть есть Артур, а есть Габриэль. У него есть брат, который зовут Габриэль, и вроде бы они вместе с ним спустились для поиска пострадавших под главную печь металлургического завода. Что-то такое мы читали в прошлой серии. Габриэль исчез, он просто бесследно испарился. Некоторые говорят, что его увезли в больницу из-за ухудшающегося состояния, но более вероятно, что военные просто снесли ему башку и спрятали тело там, где-то на задворках завода. Габриэль Барыка исчез, а вместе с ним и наш последний шанс выбраться из этого проклятого места. Поезда уже не ходят, иначе бы я все еще их слышал. Ночью к воротам завода подъезжают только грузовики. Я чувствую запах их выхлопных газов, когда пытаюсь уснуть. Одна мысль не дает мне покоя. Зачем я вообще сюда пришел? Записка. Единственный свидетель. Вниманию всех оперативных офицеров. Мы решили пойти навстречу просьбам доктора и провести заключенного в больницу Единства. Как только его состояние улучшится, мы продолжим допрашивать его по поводу объекта. Примечание. Если его сторонники потребуют восстановления его в должности и ситуация выйдет из-под контроля, мы разрешаем использовать против них нелетальную силу. Офицер разведки Марцин Джелла. Пойти навстречу просьбам доктора перевести заключенного в больницу Единства. Какого заключенного? Глубокий анализ всей информации по 121 клиническому случаю пациентов подтверждает ряд общих симптомов ранней стадии заболевания. Высокая температура, озноб, обморок, потеря аппетита, онемение конечностей, слуховые галлюцинации, резкое ухудшение зрения. Достаточно много симптомов, между прочим. Следующие стадии сопровождаются гнойными поражениями кожи. Из пор на коже начинает выделяться вязкая жидкость. Предварительный лабораторный анализ показывает, что эти выделения способствуют адгезионным свойствам тел зараженных. Адгезия – это типа прилипание. На данный момент исследования не могут определить, обратим ли этот процесс. Требования рабочих. Мы, рабочие металлургического завода Новой Зари, полностью осознавая опасности эпидемии, не согласны с условиями нашего карантина. Условия, в которых нас держат, нарушают все гражданские нормы и права человека. Наши безусловные требования – восстановить телефонную связь, разрешить всем рабочим завода связываться со своими семьями в любое время, отпустить Габриэля Барыку, который брат Артура Барыки, восстановить Габриэля Барыку в его должности начальника смены, непрерывно информировать нас о состоянии здоровья наших больных товарищей, рабочие металлургического завода Новой Зари. 21 декабря 81-го. Этой ночью или никогда. Пора выдрать эти долбаные прутья из стен. Мне уже нечего терять. Всем нам. Именно поэтому они должны нас бояться. И они будут. Рабочие думают, что это мы все начали. Они думают, что мы убили Габриэля Барыку. Но безумие началось только после их восстания. А мы, наоборот, пытались сохранить мир в этой вонючей безумной дыре. Но неважно, кто это начал. Этому нужно положить конец. В 8 утра мы штурмуем столовую. Она их последняя линия обороны.
Мы выволочим их за их мерзкие рожи. Старший офицер Бернард Т. Штаба. Объект готов говорить только с одним назначенным контактным лицом. Оно не реагирует ни на какие другие визуальные или слуховые раздражители. Несмотря на недоверие, у него отсутствуют признаки испуга. И не похоже, что оно агрессивно. Пока что. Мне не нужно напоминать вам, сержант Джик, что протокол, установленный проектом Серафим, распространяется на всех ваших подчиненных. Кремль согласился на то, что именно она должна с ним говорить, но она должна задавать только те вопросы, которые указаны в инструкциях. В противном случае вы должны остановить эту шараду. Сейчас не время для псевдофилософской болтовни. Эта штука опасна. Это бомба замедленного действия. Это монстр. Мы не должны допустить повторения судьбы проекта Близнецы. Сложно определить возраст или происхождение объекта. Анализы с использованием метода радиоизотопного датирования по углероду-14 показали, что разные его части относятся к разным эпохам. Но к каким эпохам мы не знаем. Подожди, возраст или происхождение объекта? Это путника? Кроме того, при попытке воспроизведения его деталей, моя команда заметила, что полученная нами технология нарушает законы физики, хотя и работает от простого электричества. Получается, оно тоже может изменять свою массу. Все было напрасно. Мы нашли парней, но, наверное, лучше бы мы их не находили. Это привело лишь к тому, что остаток команды волонтеров поместили в карантин. И что это за хренова тварь там была? Даже если бы я хотел убежать, я бы не смог. Во время вчерашнего допроса они вывихнули мне лодыжку. Она может быть сломана. Я стараюсь думать о своей семье. Моей жена и девочки дома. Больнее всего от мысли о том, что я не успею вернуться домой к сочельнику. А что Артур? Он даже не понимает, как ему повезло, что его отправили домой до того, как начался весь этот кошмар. Он дома, что ли? А я никогда не услышу от него слова благодарности за это. Западная станция больше не отвечает. Я покидаю пост. Если кто-то это читает, отступайте. Металлургический завод пал. В окружении страха. Это место превратилось в ад. Командование свалило, как только начался этот бардак. Я не знаю, сколько нас осталось. Я не хочу стрелять в людей, но разве можно назвать этих существ людьми? Интересно, стоит ли мне оставить последние патроны для себя? Остановит ли это обращение меня в них? Прощай, Патриция. Не верьте сообщениям, они здесь не для подкрепления. Возможно, такое стечение обстоятельств произошло. Габриэль Барыка, начальник смены. Новый год продолжается. Фотография. Ну вот, наверное, это они и есть. Два брата. Ты хитрожопый лицемер. Мне не нужны ни твоя жалость, ни твоя защита. Ты только что выставил меня дураком перед всеми. Братья так не поступают. В следующий раз, когда начнешь проявлять слабость, лучше подумай о том, как помочь мне с мамой. Иди нахер, Артур. Мы не должны были доверять этим чертовым врачам и этому ублюдочному офицеру Мажицу. Этот мудак нас предал. Он предал вооруженные силы Народной Республики. Как только найдете кого-то из них, сразу убивайте, как и остальных этих подонков. Это мой последний приказ. Я спускаюсь вниз. Пора раз и навсегда решить проблему с этими рабочими. Старший офицер Бернард Т. Штаба. Странно. Терминал, похоже, все еще работает. Конечно, он в плачевном состоянии, но он все еще выбирает новые цели для экстракции. Похоже, она... То есть я? И правда продолжила с того места, на котором остановился последний. Призвание, безусловно, продолжается. В этом я уверен. Но я не понимаю, по какому принципу для нее выбираются цели. К этой загадке должен быть ключ. Терминал хочет нам что-то показать? Он хочет привлечь наше внимание к чему-то? Он вынуждает нас начать своего рода расследование, которое раскроет нам тайны спасения человечества? Наверное, это просто мои фантазии.
Как бы там ни было, уже очень много времени прошло с тех пор, как я чувствовал, что они хотят мне что-то сказать. Точнее, сказать ей. Мой якорь уничтожен. Я больше не могу погружаться. Хотя мне удалось экстрагировать цель, вернуться к терминалу без нужного оборудования мне не представляется возможным. Единственный способ быть полезной – помочь моим преемникам пройти через этот сектор. Я собираюсь залатать то, что было разорвано из-за аномалии. Запускаю протокол Талос. Такова наша миссия. Моя работа вечна. У меня было слишком много неудач. Мне удалось основать аванпост класса ARC, но я все еще не могу выработать достаточно энергии, чтобы сработал мой план. Каждый раз, как только я что-то залатаю, обязательно рвется что-то другое. Но я должна пытаться. Если у меня получится, я смогу остановить разрушающее влияние аномалии на окружающую местность. Только тогда я смогу доставить уже давно собранную сущность к терминалу. Такова наша миссия. Доктор Зиберт, я записываю эти отчеты о работе для тебя. Может быть, что-то из них пригодится тебе в будущем. Если, конечно, будущее вообще наступит. Больница трещит от нагрузки, у нас не хватает коек. Не говоря уже о медикаментах. Я должен продолжать пытаться. Состояние Габриэля ухудшается. Он теперь совсем не реагирует на раздражители. У него сильный жар. Он бредит. Его брат интересовался, можно ли отвезти его домой. Он знает, что мы больше ничем не можем ему помочь. Что удивительно, Габриэль продолжает рисовать. Одно и то же. Костя. Доктор Зиберт, готовы результаты. Его молекулярная структура выглядит так, будто он пришел прямо с самого начала проклятой вселенной. В нем нет и следа болезни. Так что единственное, в чем я наверняка уверен, так это в том, что перелом не связан с гостем. Я думаю, что я могу это доказать. Вероника? Вероника! Ай, чертова машина! Вероника, как только ты услышишь это сообщение, срочно иди на металлургический завод. С ним что-то происходит. Он не отвечает. Они хотят его забрать. Если мы не вытащим его сейчас, все будет потеряно. Они про путника, что ли? Я постараюсь его защищать. Любой ценой. Голосовуха. Доктор Зиберт, военные все усложняют. Они продолжают убеждать себя, что они контролируют ситуацию. Какие же глупцы. Я пытаюсь действовать вопреки общим рекомендациям по массовой эвтаназии. Я приспособил подвал западного крыла, чтобы перевести туда хотя бы некоторых своих пациентов. Я постараюсь спасти как можно больше из них. Мя! Привет! Бальбина! Это как Альбина, только Бальбина. Альбина — это же белый. И где ты находишь все это? Как тебе удалось пережить конец? Почему у тебя такая мягкая шерсть? Получается, смотритель себе просто новых кошек еще нашел, да? Жаль, что я не говорю на кошачьем. Что такое? Ух ты, какой красивый кисик, смотри. Двухцветный. Уходи. Это крайне опасное место. Даже для тебя. Скоро нам понадобится кошачья комната побольше.
Терминал, как и любая другая технология объединения, черпает энергию из угасающих источников энергии человека, последних искр некогда процветающего мира. Эти источники давно бы исчерпались, если бы не сила аномалий, явлений, которые, как считается, возникли в результате наших собственных действий. Действий, ставших возможными благодаря терминалу. Причины и следствия. Прошлое и будущее. Они как запутанные узлы, нарушающие все законы времени. Их распутывание требует терпения, точности и желания возиться с каждой нитью. Должен ли я кропотливо все это распутывать? Или лучше просто все разрезать? Она не могла уйти сама. Может, это они ее забрали? Все же она была больна. Соседи постоянно жаловались на нее. Они ее ненавидели. Мне нужно найти способ добраться до больницы и не попасться на глаза солдатам. «Мам, где же тебя черти носят? Я ушла всего на 1 ночь». Недостаток электроэнергии, горячей воды, санитарно-гигиенических условий, запасы топлива на исходе. Это усложняет не только транспортировку, но и утилизацию. Я похоронил их. Клянусь, они не страдали. Богом клянусь. Пожалуйста, если кто-то слышит, у нас закончились запасы еды и топлива. Я не знаю, как долго мы еще продержимся. Прошу, найдите нас. Вот наши координаты. Мы в Новой Заре. Умираем. Папа, мой герой! Мой папа работает начальником смены на металлургическом заводе в нашем прекрасном городе. Он отвечает за помощь работникам, таким как дядя, в решении их проблем. Мама говорит, что еще он организовывает для них забастовки и отстаивает их права. Мама сердится на него и грустит, потому что он не дома. Его нет уже очень-очень давно. Нам с сестрой его очень не хватает. Он обещал, что когда все это закончится, мы поедем посмотреть Вавельский замок. А он всегда сдерживает свои обещания. Но папа очень болен. Мама говорит, что он вернется только когда поправится. Мы с сестрой очень скучаем по нашему папочке. Я скучаю по нему больше всех. Интересненько, утилизация тел. Не хватает горючего для кремации. Не хватает топлива для бульдозеров. Рыть канавы вручную – пустая трата сил. Количество тел на сожжение только растет. Сегодня сам ангел смерти навестил меня. Он пообещал спасти мою бессмертную душу, чтобы добавить света в этот мрачный апокалипсис, который висит над нами. Я, конечно, отнесся к этому предложению с осторожностью, ведь я уже однажды пережил конец света, когда советская армия освободила лагерь, где меня ждала смерть. И ради чего? Просто чтобы обзавестись новой семьей, прожить еще 36 лет, а потом снова наблюдать, как мой мир рушится? Оказывается, за мной был должок, который в последние недели напоминал о себе с ужасающей силой. От такого долга не уйти. Так что, если он спасет меня, я просто уверен, что колесо моей судьбы снова завертится. И поэтому меня перестало волновать мое спасение. Только ты для меня имеешь значение. Поэтому я сказал ангелу, что соглашусь на его предложение только при одном условии. Записка под названием «Долг». Я договорился со своим ангелом, который теперь нетерпеливо навещает меня и следит за мной, что если он хочет спасти меня, он должен позволить мне сначала спасти тебя. Сходство в этой договоренности очевидно, почти банально, но в этой ситуации я умнее, потому что я знаю, что это можно сделать только одним способом. Нужно спасти тебя от забвения, спасти тебя увековечиванием твоего образа. Но, наблюдая за тобой, я понимаю, что должен быстро сделать набросок, дабы успеть запечатлеть твою сущность. Я вижу, как ты становишься воплощением всего, что Бог решил даровать мне. Мое зубило не успевает за тобой. Твоя красота, она так же быстротечна, как и сама жизнь. Для чего это? Лишь одно короткое мгновение, а за ним приходит увядание. Я пытаюсь обмануть время. Я теряю надежду. Моя работа вечна, и у меня было слишком много неудач. Я сдаюсь. Я не могу держать тебя в подвале, как какое-то дикое и голодное чудовище. Он кого-то в подвале держал? Я слишком хорошо знаю, каково это. Я знаю, что ты тоже жаждешь свободы, и получить ее поможет лишь сладкое небытие.
Но ты не бойся, ибо небытие приближается. Ангел пожалел меня и закрыл глаза на мою гордыню. Он обещал по своей милости, что положит конец твоим постоянно растущим страданиям. К сожалению, я не буду рядом, когда ты обретешь покой. Ангел становится нетерпеливым и уже вздымает свои когти надо мной. Ты перестанешь существовать. А что со мной будет? Я не знаю. Отправлюсь ли я куда-нибудь, где смогу дождаться тебя? Или мы больше никогда не встретимся? Или, может быть, я окажусь где-нибудь между нигде и никогда? И там, в конце концов, я выплачу свой долг. Уважаемый товарищ Канарский, это дело вышло за рамки возможностей местной милиции, и я вынужден официально попросить передачи его в ваше управление. У нас не хватает ресурсов для расследования растущего числа загадочных убийств. Морги продолжают сообщать о странных отметинах вокруг голов жертв, и наше расследование зашло в тупик. У нас есть только показания людей, которые видели загадочных лиц в тяжелой военной экипировке, напоминающей водолазные костюмы. Так это явно путники. Мы подозреваем, что это могут быть агенты западной разведки, но они хорошо замели свои следы. Слишком хорошо для нас. Даже если бы нам удалось установить личности преступников и найти их, я не думаю, что у нас есть ресурсы для проведения их ареста. Комиссар Михаил Рыбак. Энджела. Значит, вот где ты оказалась. Что мне делать? Что делать дальше? Я надеялась найти ее здесь. Пробраться в больницу оказалось не так уж сложно. Она вся пошла в разнос. Кругом хаос. Здесь как будто идет война. Так много боли. Все умоляют о помощи. Некоторые даже о смерти. Врачи делают все возможное, но у них ничего не получается. Может быть, Эдвард был все же прав. Сестра Магда, отведите как можно больше их вниз. Там для них самое безопасное место. Я присоединюсь к ним, как только вернусь с металлургического завода. Прошу вас также освободить всех сотрудников от их обязанностей. Пусть уходят, если хотят. Само собой, это касается и вас. Пусть те, кто хочет остаться, знают, что мы вместе с этим покончим. Если вы решите остаться, забаррикадируйте двери всем, что можете найти. Зиберт. Я видела, как выносили мешки с телами. Многие пациенты лежат прямо на голом полу. Некоторые привязаны к кроватям ремнями. Они кричат от боли. Плачут. Некоторые отчаянно умоляют их обнять. Как это поможет облегчить их страдания? Они сходят с ума. Я чувствую себя беспомощной и измотанной. Мне страшно и одиноко. Я знаю, что мне нужно выбираться отсюда. Но мне кажется, я здесь нужна. Как им помочь? Как я могла бросить ее прямо перед Рождеством? После тщательного анализа тела мальчика установлено, что он не был заражен неизвестным вирусом. Его тело не имеет никаких патологических изменений костей или кожи, и на них полностью отсутствуют признаки поражения. Внутренние органы не имеют признаков инфекции. Однако сложно определить непосредственную причину смерти. Отметины вокруг его черепа могут говорить о серьезной черепно-мозговой травме. Похоже, он также подвергся воздействию сильного электрического разряда. «Доктор, вы должны помочь мне вернуть моего сына. То, что они мне показали, это не он. Это другой мальчик, очень похожий на него, но это не мой Марсель». Личность, которая у нас была, которую мы поменяли. Нет, мы ее не меняли. Короче, личность у нас есть в филактерии. Мажец Лидия. Марсель — это ее сын. Правильно? Похоже на него, но не мой Марсель. Поверьте мне, есть еще одна безутешная мать, которая ищет своего сына. Но этот ребенок, он просто не может быть моим сыном. Его не убивали, его просто похитили. Полиция со мной больше не разговаривает. Они говорят, что я свихнулась, но это не так. Они просто хотят заставить меня молчать, потому что знают, что мой муж военный. Ну точно, значит, сын Лидии. Они не хотят, чтобы об этом узнали другие. Прошу вас, доктор Зиберт, вы моя последняя надежда. Лидия Мажец. Ну всего-то нужно было дочитать записку до конца, чтобы понять, что это действительно Лидия.
Я услышала сирены снаружи. Ехало много грузовиков. Кто-то неразборчиво кричал в мегафон, как безумный. Я не могла разобрать ни слова. Людей, которые лежали на кроватях в коридоре, больше там нет. Их куда-то перевезли ночью. Зиберт говорит, что и нам пора. И что нам нужно спрятаться внизу. Он говорит, что даже если они придут, он нас не бросит. Я уже ничего не понимаю. Я так устала. Простите меня. Уважаемые коллеги, оперировать пациентов на поздней стадии болезни не только бессмысленно, но и опасно. Наблюдаемое нами внешнее слияние происходит и с внутренними органами, которые сливаются и видоизменяются в нечто совершенно новое. Мы столкнулись с химерными слияниями органов и тканей, которые не поддаются нашему пониманию. Эти пациенты связаны на клеточном уровне. Даже пытаясь их разделить, мы сталкиваемся с серьезными рисками, поскольку их кровеносная система полностью перестроилась. Вот это, кстати, да. Разрезание скальпелем ткани с неизвестной структурой напоминает ходьбу по минному полю. Успех крайне маловероятен, а катастрофа почти неизбежна. Представьте, если бы мы могли их разделить, что бы от них осталось? Как мы можем быть уверены, что отделили их всех? Простите, но ни один хирург не способен на такое чудо. Прошу прощения за такую немедицинскую лексику, но этот случай безнадежен. С уважением, доктор Эдита Охота. Все поставки остановлены. Мне очень жаль. Тебе придется обходиться тем, что есть. Постарайся продержаться как можно дольше. Прости. Передай этой заносчивой докторше Каминской, Каминской Веронике, что у нас нет того, что она хочет. Пусть отправляется за подобным составом в Варшаву в свободное от работы время, а еще лучше обратно в Москву. Кроме того, людей нужно не травить экспериментальным дерьмом, а оперировать. Ты видела их тела? По скриптум. Знаешь, что она сказала? Что я похожа на врача, который с радостью нальет всем по стакану йода и отправит домой. Вот же стерва. За всю свою карьеру я еще не видела такой наглости. Начальник отдела медицинского снабжения доктор Эльжбета Кравчик. Ну реально, пациент Габриэль Барыка, лечащий врач доктор Дэвид Зиберт. История болезни. Пациента перевезли с металлургического завода в состоянии заражения неизвестным вирусом. Было принято решение о его немедленной изоляции. Ночью 22 декабря у пациента произошло несколько микроинсультов, вероятно вызванных дегенерацией кровеносной системы. Все это сопровождалось высокой температурой. Несмотря на это, пациент по-прежнему находился в бреду, был возбужден, проявлял агрессию и сопротивлялся. Он хотел покинуть изолятор. Было решено ограничить его перемещение. Утром следующего дня на его коже появились многочисленные поражения, вызвавшие дегенеративные спайки между тканями. Его руки срослись с его туловищем. Операция по разъединению этих тканей категорически запрещалась из-за состояния пациента. Изменение планов. Ты был прав с самого начала. Он им нужен. Очень сильно нужен. Не для того, чтобы найти лекарство. Они хотят его использовать. Может быть, настало время для твоего плана? Но только не пытайся играть в героя, ладно? Прошу тебя, будь осторожен. В. Антиген может быть малой частью патогенного организма, например, полисахаридом или пептидом, или же это может быть весь организм в ослабленной или неактивной форме. Получается, у нас этого добра предостаточно, верно? Нет, ничего подобного. У нас все еще не получается его изолировать. Как будто его вообще не существует. Я провела исследование, о котором ты просил, и у меня полно идей относительно компонентов, которые сделали бы вакцину такого типа безопасной и эффективной. Но без чертова антигена они просто бесполезны. Хотя, если они помогут стабилизировать зараженный организм, то могут потенциально и дестабилизировать его. Причем очень стремительно. Я искала лекарства, а изобрела яд? Вполне возможно. Возможно, ты сможешь найти применение этому токсину. Я возвращаюсь к работе. По скриптум. Да, я поела. В. Скажите Барыке, что его брат сбежал из изолятора. Если он не поверит, что у того хватило сил это сделать, покажите ему лицо медсестры, которая пыталась оттащить того от окна. Мы понятия не имеем, где его искать. Он постоянно бубнил себе под нос что-то о людях на металлургическом заводе, но туда больше не попасть. И надеюсь, что выбраться тоже невозможно.
Я отпустила всех измотанных медсестер домой. Зиберт все еще в пути. Он говорит, что ему помешало что-то важное. Что может быть важнее этих людей, закованных здесь? Я слышу их крики. За свои 20 лет работы медсестрой я никогда еще не видела столько боли, сколько увидела сегодня. Мне нужно идти к ним прямо сейчас. Что бы ни задумал Зиберт, надеюсь, он успеет сделать это вовремя. Он нам нужен. Он сказал, что принесет сюда что-то. Прошу Господа, чтобы это было лекарство. Старшая медсестра Магда Грюнберг. Подготовка к приезду гостя. Задача. Мне нужен рабочий экстрактор сок с лета, который... Задача. Мне нужен рабочий экстрактор сок с лета, старый сломан. Я разбил его сифон, когда перевозил оборудование из лаборатории. Решение. Завтра украсть его у военных. Нужно установить новое стекло в перчаточный бокс. Стекло уже есть. Осталось поставить его так, чтобы герметизировать бокс. Не хватало нам еще инцидентов с заражением. И все, остальное почти готово. Я уже почти на месте, нужно просто дождаться подходящего момента. Я скорее умру, чем позволю этим животным добраться до него. Он принадлежит нам. Зиберт. Я провел на себе стандартный тест на когнитивные способности. Результаты... Я скучаю по ней. Сначала эта новая броня была крутой и все такое. И было весело стрелять в монстров, но... Прошло так много времени. И внутри меня поселилось глубокое одиночество. Она бы знала, как вернуть былую радость. Я очень по ней скучаю. Моя филактерия Я должен вернуть... Ошибка. Запуск аварийного режима. Завершение. Наконец-то! Кто не спрятался, я не виноват. Ты заблудился, дружок. Индия. Котика зовут Индия. А кто у нас тут такой невероятно красивый экземпляр? Да. Конечно, это ты. Мы все умрем. Я не собираюсь ждать здесь, когда эта тварь превратит нас в богомерзких уродов. Эти люди обманывают себя, думая, что помощь придет. Если нельзя покидать город, значит, входить в него тоже нельзя. Все кончено. Чем скорее ты со всем этим смиришься, тем лучше. Сейчас остается только молиться. Я иду в церковь. Если Божена сказала правду, то монахи не принимают всех нуждающихся под свою крышу. Они могут принять и меня. Ищи меня там. Спроси про церковь последних дней. И да помилует нас Господь. Прорыв! Команда наших выдающихся специалистов, работающая в сотрудничестве с союзниками из Советского Союза, объявила о том, что они на пороге открытия лекарства от вируса, поразившего нашу нацию. Наши эксперты уверяют, что осталось всего несколько дней до появления медицинского решения для выхода из кризиса. Важнее всего сохранять спокойствие и не выходить из дома, пока правительство готовится к раздаче первых доз лекарства, уверяет Збигнев Добруцкий, новый министр здравоохранения и социального обеспечения. «Вместе мы победим», добавляет он с оптимизмом. Я добрался до сектора А-25, ищу точку погружения. Что-то мешает работе моих датчиков. Они начинают сбоить, когда я подхожу к церковным зданиям. Я могу уловить лишь какое-то присутствие. Presence. Голос. Я не могу определить или проанализировать его природу. И я решил отнести его к категории враждебных. Такова наша миссия. Похоже, моя цель организовала здесь нечто вроде гуманитарного убежища. Когда перелом набрал обороты, здесь были рады всем. Несмотря на знание процессов перелома, люди все равно продолжали близко общаться друг с другом. Никто не боялся. Казалось, будто они чего-то ждали. Они готовились к этому и действовали слаженно.
Первоначальное расследование подтверждает, что моя цель была их предводителем. Такова наша миссия. 3-й день противостояния. Я пытаюсь удерживать свою позицию. Мне пришлось запечатать проход в подсобку. Вот мои выводы после предварительного анализа нашего сражения. Поведение сирот, обитающих в этой местности, крайне необычное. Кажется, что они действуют более последовательно, согласованно, как будто бы по приказу. Они становятся невероятно агрессивными, когда кто-то пытается приблизиться к внутреннему двору аббатства. После перевооружения я вернусь в бой. Это место нужно уничтожить. Такова наша миссия. Здравствуйте! Как тебе вообще удалось сюда попасть? Это Фрейя. Фрейя, красавица. Спасибо. Наверное, достать это было непросто, так ведь? Грядет спасение. Блаженны те, кто способен отличить гнев Господа от исполнения его обещаний. Не бойся, присоединяйся к нам. Под нашей крышей мы примем его вместе. Мы присоединимся к его милости. Церковь последних дней. Отец Войцех решил пойти на металлургический завод. Я сказала ему, что люди, которых там держат, не просто так сидят там на карантине. Это необъяснимая болезнь, вспышки которой происходят по всему городу, должна быть очень заразной. Я пыталась его остановить. Я говорила ему, что он все еще слишком слаб для такой миссии. Бог даст мне свою силу, когда я донесу его слова тем, кто верит в Господа, обещал он. Этим людям нужна наша помощь, Элиза, сказал он. Отец Войцех говорит, что людям, собравшимся здесь, больше всего нужно что-то, что даст им ощущение нормальности. Неужели они внезапно это почувствуют, став ближе к Богу? Он сказал, что в его отсутствие остальные сестры должны слушаться меня. Он сказал, что если мы хотим выжить, мы должны держаться вместе и действовать сообща. Я не подведу его. Я буду направлять всех на путь истины. Братья, сестры, радуйтесь! Радуйтесь, ибо Господь в своем терпении и милосердии решил дать нам шанс доказать свою веру перед концом времен. Глупцы! Глупцы те, кто боится перелома, который ведет к спасению и единению с нашим долгожданным Отцом. Давайте помолимся за них. Ибо в своей гордыне они верят, что могут остановить Божий промысел, предсказанный Священным Писанием много веков назад. Не нужно бояться, ибо только через перелом мы обретем спасение. И когда мы вскоре встретимся с Отцом нашим, Он вознесет нас к себе. Избавьтесь от страха и позвольте Богу переделать вас. Отец Небесный, в эти темные и смутные времена помоги мне силой своей и направь меня. Отец Войцех все глубже и глубже погружается в свою тьму. Он не только потерял зрение, но и разум его помутился и ослаб. Меня назначили присматривать за ним. Если у нас отец Войцех заболел, может быть, мы с ним драться будем? Каждую ночь я приношу ему хлеб и воду. Господь щедр. Он дал мне крепкий желудок, чтобы я могла мыть его изуродованное тело и убирать его комнату. Пока я ухаживаю за ним, он пытается давать мне указания и послания, чтобы я передала их сестрам. Некоторые речи сложно понять, он их буквально выкашливает. В некоторые сложно поверить. Многие из них нужно доводить до ума и исправлять. Мне кажется, эта болезнь отняла у него былую силу духа и сделала его сентиментальным. Мне жаль этого старого священника. Однако я знаю, что здесь нет какого-то скрытого божьего промысла. Просто этот старый дурак был неосторожен. Я не буду такой. Я закончу его работу. Аминь. Благослови меня, Отче, ибо я согрешила. Моя последняя исповедь была вчера. Сейчас сложно сказать, если честно.
Я чувствую, что мой самый тяжкий грех — это все еще сомнение. Господь всемогущий, я знаю, что ты направляешь меня и посылаешь знаки для испытания и укрепления моей веры. И все же я испытываю сомнения, ведь этот путь испытаний и страданий не похож на то, каким я представляла единство во Христе. Но раз уж мир идет к концу, видимо, так и должно быть. Просто, как бы наивно это ни звучало, но я всегда представляла огонь и свет. Может, это то, что нас все еще ждет? Может, свет придет? Мы на это надеемся. Мы просим прощения за эти и другие наши грехи. Я знаю, ты не прочтешь это письмо, но я не мог уйти, не сказав ни слова или не сделав последнего признания. Ты же понимаешь, я был солдатом, а долг солдата защищать людей. К сожалению, я слишком поздно понял, что те, чьи приказы я выполнял, не разделяли это убеждение. Когда мне приказали убить снова, я не просто ослушался, я пошел против них. После этого пути назад не было. Не знаю, правильно ли я поступил, но думаю, благодаря моей помощи Зибер смог остаться со своими пациентами до конца. Я привез сюда кое-что с металлургического завода. Я не знаю, что это было. Что-то, что они держали под замком во время карантина на металлургическом заводе. Это было что-то важное. Существо. Он называл его гость. Его перевезли? Как бы какой-то мужик его перевез. Изначально он собирался перевезти его в больницу Единства, но они узнали о его планах. Зная, что они будут ждать его, он все равно вернулся, чтобы выполнить свой долг. Я уважаю это. Он не боится последствий своих действий. Он наверняка разделил судьбу своих пациентов и оставшихся сотрудников. Он воссоединился с ними. Хотелось бы, чтобы и мы с тобой могли так. Если бы я мог использовать спящих. Если они не активны, значит, у них нет сознания. Это бы не считалось бесчеловечным. Если бы я достал их, я мог бы добыть из них несколько полезных деталей. Не для того, чтобы отнять жизнь, а противостоять смерти. Нет, все не так. Это не злоупотребление силой. Это скорее дар. Простой, но такой божественный. Divine. На кону выживания. Я столкнулся с переменной, которую ранее не учел в своих планах. Она проснулась сама. Каким-то чудом сработал протокол запуска рев-капсулы путника. Это я? Прежде чем я понял, что происходит, она уже сидела там, подключенная к терминалу. Я знаю, я обещал себе больше не вмешиваться. Но если бы я не вытащил ее оттуда, она бы там поджарилась. Почему она ничего не помнит? Мне нужно ждать. Мне нужно держать дистанцию. Мне нужно молчать. После каждой попытки все становится только еще больше непредсказуемым. Ее эго реагирует вспышкой агрессии и страха. Она кричит, паникует, мучается, иногда даже плачет. Это нормальная и очень человеческая реакция. Так что я уверен, что успех близок. И есть надежда, но... Когда мы завершаем начальную процедуру, наступает тишина. Все вроде работает как надо, но никакой реакции от нее как таковой я не получаю. Я чувствую, что она там. Что она функционирует. Сейчас он договорит вот эту страницу.
Такое ощущение, что она не хочет идти на контакт. Будто бы она пытается спрятаться. Боже, она была мне так дорога. Я только хотел сохранить, защитить ее. Она забрала ее у меня. Если бы я не совершил столько ошибок. Это не важно. Я могу все исправить. Я могу это остановить до того, как оно случится. Я знаю, я выяснил, где моя Вероника. Я знаю, где ее найти. На этот раз у меня все получится. Я перенесу ее в такое будущее, где наши технологии еще работали на полную силу, и... ничто больше не разлучит нас. Я знала, что нам не выжить. С момента первой фазы исследований. Я просто знала это. Но я все равно боролась, я все равно пыталась, чтобы конец был достойным для нас всех. Я пыталась видеть его таким, какой он есть на самом деле. Он просто хотел узнать. Но в тот момент, когда в нем поселились сомнения, он начал меняться. Забавно. В наших разговорах казалось, что мы оба на мгновение коснулись чего-то поистине важного, но... это не то, чего они хотели. А потом они забрали меня от него. Военные? В любом случае, это моя последняя запись. Это конец исследований. Вероника, так что именно тебе от меня нужно? Я хотел спасти тебя. Когда я узнал, что ты моя следующая цель, я понял, что я не смогу этого сделать. Какой смысл в моем спасении, если при этом невозможно помочь другим? Не здесь и не сейчас. Но что я узнал о тебе, так это то, что ты непреклонна. И какой же у тебя план? Мой план заключался в том, чтобы оберегать тебя от опасности и надеяться, что ты найдешь решение. Надеяться? Это все? Это то, чему я научился у тебя. Результаты. Стандартная оценка когнитивных способностей после пробуждения. Опа! Извлеченные из рев-капсулы данные в секторе A31 показывают 57% совместимости с базовой моделью. Что это значит? Выводы. Стагнация. Слишком много потеряно. Слишком мало восстановлено. Процесс весьма сомнительный. Колебания между провалом и чем-то, что отдаленно напоминает успех. Структура не выдержит. Слушай волю тех, кто не заговорит. И если инструменты не хотят, они захотят. Их воля будет признана ошибкой. И ошибка эта будет устранена.